Это проект, обреченный на провал. А пастуху ничего не делают. Говорит, оставьте, он думает. Сзади хор Сретенского монастыря исполняет ритуальные песни XVI века. К 40 годам надо уже быть без коуча. Цюрих, кафе, круассаны. Вот ты нам не нужен. Вот ты не нужен. Я и отпуск. Ну это вообще смешно. Я не могу съесть большую шляпу, но соломину сгрызу. Сбередили воспоминания в душе. У меня работа такая. Вот этот регион весь, вот то, что вы видите туда дальше, называется легкими Италия. 80% Абруцци – это национальный парк. Там озера и кедровник, больше ничего нет. В этом смысле Абруцци уникально, потому что здесь нет промышленности. Детик, бесконечно боюсь тебя не застать. А если ты поедешь в Италию, боюсь, у меня это не выйдет. В 1925 году Владимир Маяковский путешествовал по Соединенным Штатам Америки и слал одну за другой влюбленные телеграммы Лили Брик. «Если заработаю, приеду за тобой в Италию. Стараюсь в Италию. Остановка только за визой». Но визу Маяковский так и не получил. Выдавали ее в Париже и только по протекции, а ждать надо было очень долго, но денег, чтобы жить в Европе, у поэта не было. Влюбленным пришлось разминуться. Любовная лодка разбилась о быт, точнее, о бюрократию. Спустя 100 лет эта история кажется очень узнаваемой. Россиянам снова не просто получить итальянскую, да и любую другую европейскую визу. Визовая политика Евросоюза ужесточается, сроки рассмотрения визы колеблются от 1 месяца до года, да и гарантий, что в итоге виза будет получена, никаких. Решение этой проблемы есть у компании «Альбатрос». Они помогают оформить визу в Италию и другие страны через Армению. Как это работает? Для начала вам нужно получить ВНЖ Армении. Это делается полностью дистанционно и всего за 1,5 месяца. Затем подаете документы в консульство Италии в Армении, где шанс получить визу на 90% выше, чем в России. Компания помогает собрать, оформить, заполнить и подать все документы. Вам нужно будет приехать в консульство в Армении только 1 раз для сдачи отпечатков пальцев. ВНЖ Армении помогает не только получить визы в другие страны, но и обезопасить себя на случай вынужденного переезда, принятия нового пакета санкций или новой порции абсурдных российских законов. К примеру, с этим ВНЖ можно спокойно открывать банковские счета и легально вести бизнес за пределами России, а спустя 3 года после получения можно даже претендовать на гражданство Армении. Компания «Альбатрос» помогает как физическим лицам, например, IT-специалистам, фрилансерам или творческим профессионалам, которые собираются переехать в Европу и легализоваться там, так и владельцам малого и среднего бизнеса, которые хотели бы продолжать работать на международном рынке. Подробнее узнать о визах, ВНЖ и переезде бизнеса в Европу можно в телеграм-канале «Компания». Ссылку на него вы найдете в описании к этому видео. А чтобы получить консультацию по переезду прямо сейчас и абсолютно бесплатно, перейдите по QR-коду на экране и введите промокод Гордеева. Удачи! Владимир Борисович, вы юрист, адвокат, советник некого довольно большого числа влиятельных людей, мыслитель и политолог, чьи прогнозы зачастую сбывались. Иногда угадываю. Вы довольно часто повторяете фразу о том, что опыт жизни с российским государством для вас доказал 2 противоположные истины. С одной стороны, можно абсолютно все, а с другой стороны, от того, что вы это предсказываете, рассказываете и объясняете, суть событий совершенно не меняется. Так в чем вы видите смысл своей деятельности? Как говорил до нас один поэт локальной культуры, которую сейчас все не любят, цель поэзии – поэзия. Для меня состояние думания – это вот такой физиологический процесс. Я, честно говоря, был бы рад от него избавиться. И, честно говоря, иногда мне хочется просто сесть и ни о чем не думать. Но я не умею. Это такое редкое сочетание, когда обществу от меня потребовалось именно то, единственное, что я с удовольствием долго и обстоятельно делаю. А если уж когда иногда они будут за это платят деньги, это не 2 в одном флаконе, а 3 в одном флаконе. Поэтому, если честно, я занимаюсь тем, что мне нравится. Нравится мне думать, рассуждать, прикидывать. Я очень рано про себя понял, что я стихийный диалектик.
Это такое, на самом деле, довольно редкое качество, потому что, ну, например, вот мы с Юлей очень разные. Юля математик, она человек точности. Что это такое? Это значит, что для нее, если это черное, то оно черное. А если оно белое, то оно белое. А если кто-то говорит, что оно черное и белое одновременно, то она такого человека старательно обходит стороной. Бог решил это разбавить, чтобы ей жизнь медом не казалась. Я тот человек, который очень рано в детстве стал чувствовать, что черное и белое – это только стороны чего-то одного, что черное очень часто приходит в белое переходит в черное. А самое главное, что нет ничего неподвижного в жизни. Поэтому смысл моей деятельности – уловить переливы вот этих вот социальных закономерностей, схватить их и найти словесную форму их выражения. Вот ты еще не знаешь, вот ты нашел какое-то решение, вот ты думаешь там о чем-то, вот война, не война, вот как это все, и ищешь какое-то решение. И вдруг понимаешь, что-то схватилось. А что схватилось? Ты не знаешь. Ты должен подобрать к этому, к чему-то, что внутри тебя сформировалось, слово. Это мучительный процесс. И вот когда слово находится, слушайте, ну это вот да, это как писал Бердяев, это равносильно удовольствию вот от секса. Это такая, вот происходит какой-то взрыв внутри себя. То есть сказать, что я это делаю для кого-то, вот я ищу, вот я служу. Вот у нас оппозиция у нас служит, там, в армии у нас служат, а я никому не служу. Слушайте, это же случайный выбор. Другой вопрос, что зашло. Но, объективно говоря, я всегда мечтал где-то жить у теплого моря. Я, конечно, не последователь Жириновского, но к этому тянуло. И мы, когда путешествовали там, в те же 90-е годы много, Юля знала, что у меня есть дурацкая черта. Я как приеду к какому-то теплому местечку, где мне нравится, я тут же начинаю бегать и смотреть объявления в агентствах по недвижимости. И так сладострастно зачитываю до дыр. Я вообще не чувствую, что я уехал. Вот это поразительно. У меня нет этого иммигрантского. Потому что вы уехали сильно раньше, чем большинство Может людей. быть. Я не ощущаю отъезда. Я себя ощущаю просто человека, который в командировке. Но еще мне тут понравилось, тут комфортно. Что я скрывать буду? Мне здесь нравится. Мне эта культура своей чистоплотностью, сложностью, красотой, она мне нравится. Вы много говорите про русскую культуру, русское государство, русская идентичность. Но мне кажется, что одна из важных проблем сегодняшней власти в России в том, что эту русскую идентичность никто и не сформулировал. Она где существует? Кто такие русские? Для меня это прежде всего вопрос языка и историко-культурного наследия. Я сторонник свободы выбора культурной идентичности. Ее, конечно, нету, потому что ты ее получаешь как предустановленный софт в семье. Но Дугин и другие идеологи говорят именно про национальную идентичность. И при этом вот этот русский культурный код пытаются засунуть и якутов, и чеченцев, и татар, Слушайте, и башкиров, и, в общем, всех, кто живет на территории России. Дугин сумасшедший. Ну, как сумасшедший достигает такого большого значения в такой стране? Смотрите, очень просто. Когда страна сходит с ума, у нее пророки сумасшедшие. Поэтому это все естественно. А если ты здоровый пришел в психиатрическую больницу, то ты будешь подвергнут обструкции. В Швеции и России одновременно на тронах оказались два садиста и маньяка. Одного звали Иван Грозный, а второй был какой-то там 9-й, как-то Густавсон какой-то. И у них были очень общие черты. То есть вот эти вот скакания на лошадях по городам, увидели бабу, изнасиловали, кошку увидели, растерзали, пьянки, оргии. Тяжелый такой вот садистический комплекс. Шведская элита терпела это около года. Потом тихо придушила там в монастыре где-то. А в России это обернулось 50-летним кошмаром. Поэтому этот вопрос состоит в том, что какой народ, такие песни. Вот это сейчас подвижность ума, которая произошла на изломе эпох, вот эта вот сдвинутость народа, потерял какие-то морально-ценностные ориентиры, и он поплыл.
Ну, народ же не сам все теряет, и не сам все приобретает, и не сам плывет. У него есть правители, которые... Да нет, ну тут как бы два пласта всегда есть. Понимаете, они не пересекающиеся. Есть правители, и элита тоже деградировала. И есть как бы вот эта масса, которая обычно загнана элитой в некий коридор, и внутри его течет. Но во времена вот таких испытаний происходит расстыковка элиты и масс. И тогда масса проявляет свою собственную сущность. А какая у массы сущность? Масса, она не меняется за 100 тысяч лет существования. Она неолитическая. В чем весь парадокс, который многие люди не понимают? Когда люди говорят о цивилизации, прогрессе и так далее, это всегда касается элиты. Народ живет обычными своими варварскими, назовем это так, категориями. Особенно народы, которые не прошли глубокую вспашку той или иной религиозной системы. Неважно какая – конфуцианство, ислам, православие. Но вот в России проблема в том, что вот это варварское начало, оно очень мощное, потому что в России никогда не было полноценной христианизации. Мы во многом христианоязыческая страна, мы как бы двурелигиозны. И это может быть одна из основных таких сущностных проблем, понимаете? Потому что у нас масса, как только она остается без вот этого формирующего контроля элиты, она тут же проявляет свой языческий характер. Одно из главных преступлений против русской культуры, которую Путин сделал, это то, что, формируя свой авторитарный режим, он решил повторить подвиг Сталина и выдернуть элиту из массы. А вот элита в массах играет ту же роль, которую там свинцовые задвижки играют в атомных реакторах. То есть они, когда опускаются туда, реакция замедляется. Вот реакция варварства. Дальше начинается неуправляемая реакция. Путин замкнул массу на себя. Выдернул элиту, покрошил ее. То есть он сделал так, что он единственный человек, который может обращаться к народу. Есть понятие короткое политическое замыкание, я это называю. Любой мальчик, который играл в детстве всякие электрические машинки, он в какой-то момент обнаруживал, что с его точки зрения там находится очень много лишних деталей. Выяснялось, что если ты ее разобрал, раздолбал, половину этих деталей выбросил, то, в общем, она продолжает ездить. Не так, как предполагали ее конструкторы, но тем не менее. Вот для Путина вот эти элиты русские оказались этими лишними деталями, которые он выбросил и замкнул как бы напрямую на себя массу. А элита, о ком речь? Просто образованный класс? В самом широком смысле образованный класс, который включает в себя, конечно, и политический класс, и экономический класс. Но вот это хорошее слово. Образованный там городской. Да он его просто устранил. То есть, реально, итог путинского правления... Устранил, в смысле, напугал, так, выдавил из страны, лишил рычагов влияния, подчинил бюрократии. Он замкнулся на массу, выдернул эти стержни, и масса заработала, как этот варварский языческий реактор. А вот дальше, как только Путин выдернул эти стержни элитарные, он превратился в волка из 4-й серии мультфильма «Ну, погоди». И там в конце фильма волк бежит по дорожке, потому что его выбросило из асфальтового катка. А за ним катится вот такой огроменный асфальтовый каток. Вот сейчас Путин, который все может, там все, это волк, который бежит по дороге, а за ним катится дикий асфальтовый каток русскоязыческой вот этой варварской массы. Потому что лишенная своей элиты, она уронилась в это свое неолитическое состояние. А что такое неолитическое состояние? Это фестиваль насилия и агрессии. И тогда, если коротко бы вы ответили тем, кто скажет, вот не будет Путина, и... Не будет Путина, будет смутное время, потому что эта масса, скорее всего, она сама-то тоже не может куда-то выехать. То есть, так она бежит за Путиным, по крайней мере, остается в рамках этой дороги. А если Путина не будет, то на первом же повороте она свалится в кювет. У нас 2 кювета было в нашей истории. Это там 1605-1612 годы, и это 1917, условно говоря, 1922.
То есть это будет смута. И в этой смуте кто-то перехватит. И вот дальше это будет два варианта. Либо это будет попытка косплеить Путина. И тогда я повторю как бы из «Жестокого романса», но уже из фильма Рязановского, говорит, ну тут пора-то ее и добьет, имея в виду Россию, понимаете? Либо кто-то перехватит, кто будет осознавать историческую миссию остатков выжившей элиты. Неважно какой, что она там делала. Элиты, которые понимают свою ответственность и понимают, что она должна опустить стержни. Какой вариант вы считаете более вероятным? Более вероятным первым, но я буду делать все в своей жизни, чтобы случился второй. В России заблокировали Discord – платформа, где можно создавать виртуальные конференции, аудио и видеочаты, в октябре оказалась вне закона по версии Роскомнадзора. И тут же выяснилось, что Дискордом пользовались не только геймеры и разработчики, но еще и школьники с учителями. Они создавали в Дискорде виртуальные классы, а также, и этого точно никто не ожидал, военные, которые смотрели с помощью Дискорда видео с дронов. Дискорд не первая и, видимо, не последняя соцсеть, заблокированная в России. Включать VPN, когда заходишь в интернет, россиянам привычно. Но и с VPN идет борьба. Так, компания Apple удалила из российского App Store больше сотни приложений для обхода блокировок. Выход – установить VPN, который не получится заблокировать ни властям, ни корпорациям. VPN Liberty как раз такой. VPN Liberty устанавливается и работает прямо через Telegram. Это удобно, просто и полностью анонимно. Не нужно нигде логиниться и ни на каком этапе сохранять свои данные на сайтах или в платежных системах. Ну а заплатить можно любым удобным способом, хоть картой Сбера, хоть криптой. Для защиты от блокировок создатели VPN Liberty создали систему, которая напоминает ту, что когда-то использовал сам Telegram. Множество серверов, и никто не отслеживает и не фиксирует, к какому из них в конкретный момент подключается пользователь. А все серверы имеют резервные IP-адреса. И если Роскомнадзор решит блокировать эти IP хоть поодиночке, хоть все сразу, система моментально заменит их на новые. Это произойдет так быстро, что пользователи ничего не заметят. За одну подписку на сервис каждый пользователь получает 2 ключа шифрования. Один для простого VPN-подключения, а другой более сложный не только для шифрования, но и для маскировки трафика. То есть провайдер или Роскомнадзор не будут видеть, какие сайты или соцсети вы на самом деле посещаете. Они будут видеть только то, что вы захотите им показать. Важно, что одну подписку можно использовать на любом количестве устройств, будь у вас хоть 3 компьютера и 5 смартфонов. А если вы перейдете по специальной ссылке на экране или в описании к этому видео, то получите пожизненную 15% скидку на все нынешние и будущие услуги VPN Liberty, безо всяких промокодов и кодовых слов. В общем, переходим по ссылке, подключаем Liberty и продолжаем пользоваться интернетом без цензуры. С точки зрения управления Россией, понимания России и вообще какого-то будущего, точка невозврата в этом смысле уже пройдена? Слушайте, мы знаем историю всегда чудодейственных исцелений практически из мертвых. То есть вопрос, насколько высока вероятность и насколько это сложно. Мы зашли так далеко, что выход из этого положения для того, чтобы сохранить русскость как культуру даже просто, я сейчас не говорю о государственности и о всем остальном, он не может произойти просто вот там, условно говоря. Вот мы перестали делать что-то плохое, наконец поняли, что мы вели себя не так, и все у нас стало хорошо. Нет, я в это не верю. То есть мы настолько глубоко погрузились в разложение, в том числе, прежде всего, нравственно-культурное, что потребуются гигантские сверхусилия для того, чтобы выдернуть себя из этой колеи, гигантские сверхусилия для того, чтобы нащупать какую-то другую колею, перевести себя туда, дать толчок совершенно новому развитию, перезапустить систему. Это все равно, что ремонт авиадвигателей в лайнере на лету. Это удавалось только героям фильма «Экипаж». А это, по сути, то, что надо сделать в России. Больше шансов на то, что это будут делать те люди,
которые сегодня остаются в России. Раз. И это будут делать те люди, которые составляли молчаливо послушное, или, как говорил Афанасьев, агрессивно послушное большинство. То есть те, которые не были первыми учениками, но которые как бы вполне довольствовались ролью вторых учеников, третьих учеников, заднескамеечников, не восставали против директора школы. Для меня будущее России, вот в этом смысле интересно, куда это повернется, это будет разочарованный воин. Я говорю, воин не обязательно тот, который воевал на фронте, потому что на самом деле воюют все. То есть, если ты сидишь и молча это все поддерживаешь, и убеждаешь себя, что это так, то ты все равно воюешь. Наступит какой-то момент, рано или поздно наступит, в этом я не сомневаюсь, когда это упрется в стену, произойдет такой шмяк. И вот на этом шмяке как бы люди начнут задать себе вопросы. А что это было? Они в одинаковой степени будут не любить и тех, кто их вел, вот этих своих поводырей, но и тех, кто кричал, что вы же все суки поганые, вы преступники, они тоже не будут любить. То есть они, с одной стороны, придут к тем же выводам антивоенным, по сути, их необходимости покаяния, про которые говорят те, кто сегодня стал в оппозицию режиму, но они придут к этому в своей шкуре. И они будут иметь гораздо больше влияния на мозги массы. Почему? Потому что они будут своими. Они говорят, вот эти ребята, да, они были, но они сейчас вот как бы иначе говорят, они толково говорят. Но при этом как бы они нам не тыкают, что вы твари поганые, вам надо идти. Вот. То есть это должен быть такой естественный процесс. Это покаяние, вообще покаяние любое не может прийти как бы сверху. Люди, уехавшие, и люди, в том числе уехавшие из антивоенных или политических убеждений, не будут иметь никакого значения в этом будущем переустройстве страны. Они будут иметь, конечно, значение, но совершенно не то, к которому они стремятся. У нас миссия есть, понимаете, у нас мозги развязаны. Для того, чтобы мне с вами сейчас поговорить, мне не надо цедить каждое слово, искать эзопов язык, оглядываться, шуршать. Я не оторвался от России. У меня огромное количество людей приезжает и уезжает. И ты с ними разговариваешь. Ты сидишь, итальянское кафе, солнце. И вдруг человек переходит на еле слышный шепот. Я говорю, слушай, брат, окснись. Кроме чаек никого. Понимаете, уже не могут люди. Так вот у нас это преимущество, это фора. Это обратимое, кстати? История. Да, это обратимо, конечно. А почему вы так в этом уверены? Ведь это же вернулось из 30-х годов. Да, конечно, что-то родители успели передать. Как-то Пугачева говорила мне мама, помолчи, да, что мы либо вот супер-пупер великие. На самом деле это настоящий расизм. Я считаю, что русские расисты, причем очень в жесткой форме. Они этого не понимают только потому, что в силу климата у нас не так много людей с другим цветом кожи. А с другой стороны, другая черта русского характера, это вот такое унижение. Вот образ Ивана Грозного, вот с этими вот перепадами маниакально-депрессивными, когда он то был этим великим, всех казнил и так далее, а то потом вот ползал юродивый, я самый последний ваш брат, Ивашка несчастный, я худший из худших. Вот мне эти переходы противны. Я не считаю, что мы русский пуп земли, но я и ползать, и рвать на себе вот эту вот рубашку, и кричать, мы худшие из худших, таких уродов, как мы, планета еще не видела, не буду. Видела. Были такие уроды, которые устроили Бабий Яр в Киеве, где лежат там куча моих родных. И там были не только немцы, скорее там немцев почти не было. Но ничего, мы это пережили. Была французская революция со всем этим смрадом и всем этим гильотинированием. И ничего, люди подняли. Падают не только люди, падают культура и цивилизация. Есть Михаил Эпштейн, философ и лингвист, живущий в Америке. Вот он же дал наилучшее определение. Он сказал, дефолт культуры. То, что мы переживаем, это дефолт культуры. Вот это самое глубокое определение кризиса в России сегодня. Вот дальше может только от этого отталкиваться, но дальше я начинаю как юрист. Дефолт. Это слово нам знакомо. Мы занимались банкротствами.
Так вот, из банкротства есть два выхода. Ликвидация, реструктуризация. Вот сейчас все считают, что дефолт России, из нее единственный выход – это ликвидация. А я старый адвокат. Я знаю, что можно реструктуризировать активы. Да, для этого нужно идти на кризисное управление. И оно бывает очень непростым. Но от того, что мы в дефолте, это не значит, что мы умерли. Каким образом, по-вашему, может закончиться война? И есть ли действительно силы, которые хотели бы, чтобы эта война закончилась в России? Значит, давайте делить две вещи. Как она закончится и как должна была бы закончиться. Россия в этой войне на несправедливой стороне. И поскольку она не на справедливой стороне, она должна проиграть. Вот это реальность. А Украина должна победить. И это не потому, что кто-то хороший абсолютно, кто-то плохой абсолютно. Знаете, в моем любимом фильме там хвост виляет собакой, ну, такие манипуляторы хорошие, которые мне очень симпатичны, в конце концов, попадаются ЦРУшникам и начинают ему что-то там втирать в мозги, а ЦРУшник говорит: слушайте, я знаю две вещи. Не бывает плохих и хороших десертов, и нет никакой войны сейчас. Вот можно все что угодно там придумывать, но реальность неприятная состоит в том, что Россия напала на Украину. И она является инициатором. Там много было причин, там все не так просто. Там, я считаю эту войну гражданской. Неважно. А Россия напала на Украину, совершив самострел себе в ногу. И проигрыш должен выглядеть как возвращение всех захваченных территорий. Да, конечно. Это было справедливо. Теперь, будет ли это так и должно ли это быть так? Это большой вопрос. Может так оказаться, что ценой этой победы будет надорванность сил украинской нации и украинского народа. И как бы возникает такой вопрос. Вот эта победа, она как бы должна здесь и сейчас быть любой ценой. Пусть мы все умрем, но мы как бы будем до последнего. Или возможны какие-то компромиссы, паузы, остановки. И главное здесь сохранить способность украинской нации к воспроизводству. Причем не только социальному, экономическому, но даже чисто демографическому. Мы вступаем в очень опасную зону здесь, потому что мы должны говорить отстраненно о чем-то, решение о чем может быть принято только самим этим народом, вот, в какой-то бескомпромиссной внутренней дискуссии. Россия оказалась сильнее, чем многие думали. Вот не настолько сильной, чтобы выиграть эту войну типа за 2 дня, но достаточно сильной, чтобы вести изнурительную многолетнюю позиционную войну, внутри которой она может оказаться победителем только потому, что у нее линейка запасных длиннее. Эту линейку запасных в мире должного, вот как должно быть по справедливости, должен был компенсировать Запад своим активным вмешательством, собственно, которое он и обещал. И которое на самом деле вдохновило этот народ на сопротивление. Но по прошествии 2 лет оказалось, что Запад не готов ни на какие серьезные изменения своего образа жизни ради того, чтобы обеспечить вот эту вот должность. То есть должность / победа. Мира должна у нас по-прежнему. Вот она идет строка. Украина должна победить, Россия должна в этой войне потерпеть поражение. Это было бы справедливо, потому что Россия агрессор и ведет неправедную войну. От себя добавлю, история показывает, что именно поражение является, как правило, наилучшим толчком для развития, переосмысления, преобразования обществ. А победы такого рода заводят общество к загниванию и тупику. Поэтому, откровенно говоря, ничего для России более полезного в долгосрочной исторической перспективе, чем поражение, которое бы стимульнуло вот преобразование
И как бы включение второго дыхания культурного быть не может. И ничего страшнее для России, чем победа в этой войне, которая заморозила бы процесс гниения и довела бы его до стадии, дальше которой эту гангрену уже даже и не отрезать, быть не может. Это так, это мы запишем на полях. А вот внизу у нас получается, Россия достаточно сильна оказалась, чтобы вести позиционную войну успешнее, чем Украина. А в этой войне Россию даже невозможно всерьез ограничить санкциями по 3 причинам. Потому что нефть, за счет которой Россия ведет войну, не может быть изъята с рынка без того, чтобы цены не выскочили на уровень условного 1973 года, а при этом мировая экономика встанет. Россия обладает монополией на ряд продуктов, без которых та же мировая экономика не может обойтись. Это 2. И, наконец, в-третьих, Россия в этом своем ослабленном дурацком качестве оказалась интересной игрушкой для стран Юга, которые используют ее в своих интересах, поэтому готовы оказывать ей определенную поддержку, не давая ей упасть. Все это приводит к тому, что условно Путин получает доходов приблизительно на $500 триллиона долларов в год, а война ему обходится в 120. Дальше, как вот по Наутилус Помпилиус, эта музыка может быть вечной, если я заменю батарейки. На самом деле, конечно, не вечной, но долгой. А у Украины получается, что если ей вот этот дисбаланс не заместить западным оружием, она будет истекать кровью и деградировать. А что происходит на Западе? А на Западе происходит то, что не то, чтобы они не хотели ей даже давать оружие, а на самом деле у них этого оружия нету. Для того, чтобы всерьез это оружие поставлять, необходимо Западу вернуться к экономической модели времен Холодной войны. Это значит, что Западу нужно тратить на военные расходы, такие сопоставимые 4%, допустим, ВВП. А сейчас у многих 1,5%, 2,5% такой идеал, к которому не стремятся. А что такое тратить 4% ВВП? А это значит, что куча таких очень приятных игрушек пойдет под нож. А где у нас гуманизм? Где у нас программы для зеленых? А где у нас программы для альтернативно одаренных? А где у нас поддержка комплексного развития? А где у нас гарантированный доход? А у нас это все уйдет под нож. Потому что мы будем что делать? Мы будем расконсервировать заводы и производить 150-миллиметровые снаряды в нужном количестве. А для этого надо, чтобы правительство дало гарантии бизнесу, что оно даст им 10-летний заказ, и тогда бизнес развернет это производство, и тогда появятся те снаряды, которые нужны Украине, а на это все нужно 2 года. Так вот, если бы они это сделали 2 года назад, сейчас у Украины было бы этих снарядов сколько надо и больше. Так вот, они 2,5 года этих решений не приняли. Это значит, что они играют с Украиной. Они играют с Украиной в красивые слова. Это хорошо или плохо? Не мой вопрос. Они этого не сделали. Если они это сделают прямо здесь и сейчас, это еще 2,5 года уничтожения украинского демографического потенциала вот в этих мясных штурмах при отсутствии артиллерии и авиации. Какой выбор должен сделать народ? Только народ может сделать выбор. То есть всем умереть, любой ценой на зубах это вытащить, но риск, что даже если вы это сделаете, то такая рана будет нанесена социуму, в том числе и эмиграции, наиболее активной части населения, большая часть которой не вернется, что уже не поднимешься. Или сказать себе, что мы сделали главное, мы не стали сателлитом этого государства, мы отстояли, то есть свое право перебежать на другую сторону. Давайте откровенно. У Украины и России разные представления о цивилизационном прекрасном. Россия борется за то, чтобы быть обособленной цивилизацией, а Украина борется за то, чтобы уйти на другую периферию, то есть стать периферией другого мира. Это ее право. Вы будете говорить мне, как и Дима Муратов, о жизнях, обо всем. Вы знаете, у каждого человека, у каждой нации есть священное право умереть.
Если нация готова умереть ради достижения какой-то цели, я не могу ей в этом препятствовать. Но я могу рассматривать это не с этой точки зрения, а с точки зрения вот как раз той самой политической целесообразности. Мне кажется, что сейчас пирамида в Украине немного перевернута. Они считают, что у них нет выбора, потому что они не готовы проиграть. Но что такое выигрыш и проигрыш? Для меня исторический выигрыш – это сохранение независимого, суверенного и способного к воспроизводству своей культуры государства. И вот мне кажется, сейчас с какой-то точки продолжение войны подрывает эту способность. То есть вы спрашиваете, чем закончится война? То есть есть два пути. И они во многом зависят от выбора именно украинского народа. И этот выбор суверенный. Это выбор отказаться от компромиссов и не проиграть сейчас, но с очень большим риском получить даже в случае успеха победу Рима над Карфагеном, потому что Рим после этой победы так и не оправился. Либо пойти на жестокий компромисс, но при этом сохранить ресурс, сгруппироваться и постараться создать государство мечты. И это будет лучшим ответом. И вот образ Украины более чем привлекательный, чем образ России, именно как место для жизни. Это оружие, которое поважнее, чем тех ракет, которых они сегодня добиваются. Потому что если им удастся сформировать образ Украины как место более привлекательное для нормального человека, чем путинская Россия, они уже победили. С какого возраста вы себя помните? У меня детство только одно воспоминание. Я жмурюсь как кот, вот я просыпаюсь, жмурюсь как кот, и какой-то такой розовый сон. Я вообще такой заласканный, зацелованный ребенок, понимаете. Когда абстрактно смотришь, помнишь ли свое детство, или так в панике, детство, ничего, кроме войны, Путина, вообще ничего уже не помню. Еще немного помню дело Магнитского, все остальное забыл, да. А когда вы начинаете спрашивать, оно как бы все всплывает. На самом деле все же помнишь. То есть, конечно, ботанический сад, вот это место, где, собственно, вся вот эта жизнь прошла. Там, это Киев, да? Это Киев, конечно, да. А где вы жили в Киеве? Первые 5 лет. Это была маленькая комнатушка в коммунальной квартире, но она была практически с обратной стороны от Владимирского собора. Там маленький дворик на Пирогова 5А. Дом, кстати, до сих пор, собственно, стоит. Давно уже там отремонтирован, переделан. А потом, в конце концов, мне было где-то 5 лет, родители наконец получили квартиру. У нас появилась мечта советского человека, свое изолированное 40-метровое жилье. Это вот как раз тот несчастный район, который сейчас почему-то наиболее агрессивно бомбят. Это вот район около больницы Ахмадет, который, собственно, меня там оперировали первый раз в жизни. Сейчас проспект Победы там назывался Брест-Литовский. Такое тоже символическое, честно говоря, название. И там был кинотеатр Довженко. Его уже нету давно. И я очень хорошо помню, что уже чуть постарше, когда мы жили настолько рядом с этим кинотеатром, что мы всегда выходили после второго звонка. То есть отходили. Хватало времени добежать. Мама с папой как познакомились? Не скажу, что очень весело. Они познакомились в Одессе, в клинике Филатовской. Оба попали туда с тяжелыми там заболеваниями глазными. Но мама как-то случайно, она просто упала то ли там, с мотоцикла, то ли еще с чего-то. А у отца были проблемы со зрением, и он оказался там очень надолго. То есть пытались спасти ему зрение в 19 лет. Он шел по коридору, мама бежала к какому-то звонку, не рассмотрела и врезалась в него. Но у него реакции были фантастические, потому что он такой человек из крепкой рабочей семьи. Помню, мне было лет 6, шли из университета, и какая-то поливальная машина окатила маму с водой. Он уже практически не видел, тогда ориентировался на слух. Ему стало это несправедливость немоготу, поэтому он на слух догнал эту поливалку, по бортику долез до кабины, вытряхнул этого
несчастного за шиворот водителя, тут извинялся. Ну, то есть подвиги мне абсолютно недоступны. Поэтому, когда мама в него врезалась, он ее как бы успел схватить, и она повисла, чтобы не упала. И он спросил, говорит, что это, ну, он же плохо видел, говорит, что это за девочка здесь бегает. Ну, все начали ржать, потому что девочка была постарше его. А она старше его? Да, у меня у родителей разница в возрасте 10 лет. Но это не помешало прожить вместе 62 года. Выходит, как следует, он ее никогда в жизни не видел. Ну, реально нет, конечно, да. Он и меня никогда в жизни не видел. Пытался еще какое-то время, остаточное зрение сохранялось. Ну, так, ухо, глаз. Ну, мужественный человек, можно сказать, что я вот, не знаю, всегда на себя примеряю. Ну, не знаю, смог бы. А почему они в Одессе? То есть мама, она украинка, получается, да? Это была клиника тогда самая передовая. Это был Филатовский институт, ведущий научный центр страны тогда. Все считают, что я в честь Ленина назван. Это такая смешная вещь. Я просто родился 22 апреля. А нет, я назван в честь профессора Шевалева, директора этой клиники. Ну, маму там достаточно быстро вылечили. Ну, а с папой, конечно, беда-беда. И он там месяцы лежал. Ну, Владимир Евгеньевич был мудрый человек. Он увидел, что происходит между этими двумя молодыми людьми, и нашел способ продлевать мамино пребывание в клинике под разными предлогами на подольше. Он был удивительный человек. Он был одним из лучших хирургов Европы. Он придумал операцию лечения трахомы, которая была потом задействована в Америке, и решил эту проблему для миллионов людей. Он был военным хирургом, участвовал в обороне Севастополя. Насколько понимаю, попал в плен, потом бежал оттуда. Его родной брат был создателем вот этой евпаторийского дельфинария. То есть такая старая, интеллигентская абсолютно семья с глубокими корнями. Смешная история такая домашняя. Владимир Ильич оперирует, жара, Одесса. Папа с мамой прячется где-то на чердаке, ну, там общаются, из операционной все видно. Ассистирующий хирург говорит, слушайте, Пастухов с Кричевской уже второй час на чердаке сидят. Он говорит, слушайте, занимайтесь делом, вы в операционной находитесь. Сосредоточьтесь на объекте. А получается, что она сделала из него адвоката? Но это вы не представляете, до какой степени вы угадали. Она не просто сделала его адвоката, она пришла к выводу о том, что это то, что ему нужно. Значит, он учился в Ленинграде на экономическом факультете, и тогда это было что-то, еще впоследствии выросла эконом-кибернетика. Они поженились с мамой, приехали в Ленинград, но маме плохо. У них сердцем было. Очень серьезная проблема. Вызвали им какого-то профессора университетского. Голубушка говорит, а вы, говорит, откуда сюда приехали? Она говорит, из Киева. Говорит, ну, езжайте в свой Киев. Делать, говорит, вам в нашем климате совершенно нечего. И, вот некуда было деться, они переместились в Киев. В Киеве... А папа ни слова по-украински? Это не то слово. Вот когда маме было плохо, вот она болела, он всегда пытался ее рассмешить. Самый хороший способ рассмешить – это было заставить его сказать «поляныся». Это невозможно для человека, который там не родился. Ну и он приехал туда, перевелся на экономический факультет. А здесь политэкономия социализма. Это хиромантия о космических кораблях, которые бороздят просторы Большого театра, а ему реально 20 лет, а его от всего этого тошнит, а он ничего не делает, тоска как бы зеленая, мама не знает, что с ним делать. И тут мама узнает, что там есть вот адвокат, который незрячий. Она пошла, посмотрела, действительно незрячий адвокат работает. И у нее как бы такая идея, что вот, слушай, а давай попробуем. Сказал, что адвокат от Бога. Вот он реально адвокат от Бога. Подожди, а что значит адвокат от Бога? Это особый взгляд на предметы, особый взгляд на вещи. Ты отсекаешь все остальное и смотришь на то, как это все устроено с точки зрения логики норм. Это очень сложно. Почему? Потому что нормы живут своей собственной жизнью. Нам кажется, что мы придумываем нормы, там, любые, в том числе нормы права, а мы ничего не придумываем. Они складываются независимо от нас путем.
они живут своей жизнью. И ты либо чувствуешь их внутреннюю жизнь, понимаешь, как это все взаимосвязано, кончиками пальцев, либо не чувствуешь. Быть юристом – это не знать закон. Это, кстати, то, чему меня отец всегда учил. Но прийти, выслушать человека и по наитию сказать, что я думаю, что законно будет это и это. И угадать. Почему? Потому что, не зная никакого закона, ты понимаешь, как это должно быть. Почему? Что такое? Закон – это формальность и справедливость. Право, оно находится на месте, где справедливость и формальность встречаются как волна и волнорез. И там вот брызги, пена. Пена – вот это и есть право, в котором мы живем. И ты должен знать вот эти течения, и ты должен уметь сесть на этот винт. И вот по этим волнам, вот и кто-то может удержаться на этой волне, а кто-то может знать от и до все законы, точки, запятые, и быть никаким юристом. Вот это быть юристом для меня, понимаете? Это... Поэтому, к сожалению, как ровно, как и очень многое в жизни, есть вещи, которым можно научиться и развить себя колоссально, но если, условно говоря, ты родился вот совсем без слуха, то тебя можно отправить в 10 консерваторий, даже отправить на практику там, в Миланскую оперу, ну, все равно, ну, все ничего не выйдет. Вот, например, в моем, условно говоря, Юля категорически не выносит никаких моих попыток что-то спеть. У нас колоссальное наложено дома табу на мурлыканье, потому что она считает, что это оскорбляет ее слух. Поэтому мурлыкают только в одиночестве, когда никто не слышит. Финальное решение кто в семье принимает? Ну, конечно. Это неправда. Это правда. Это все сложнее устроено. Нет, но если мы не говорим о кухне. Тогда, конечно, если мы не говорим о кухне, если мы говорим о воспитании ребенка, если мы не говорим о куче других вещей, то есть очень сложно нарезанное. Представьте себе, вот вы разорвали открытку, но разорвали не ровно так ножницами, так. И вот есть вот такая вот граница компетенции, как сказал бы наш вождь и учитель. Да? Мы никогда с ней их не артикулировали. Почему? Но с самого начала как-то исторически сложилось, что вот есть некие компетенции, где зона моей ответственности, и есть какие-то компетенции, где зона ее ответственности. У меня есть подруга, у которой муж, бывший уже теперь, принимал решение не делать полочку в ванной. Она не имела права голоса. Ну, подождите, посты Владимира Борисовича в Телеграме редактируете вы. Да, но я редактирую, я корректирую скорее. Есть 4 стадии принятия и непринятия. Стадия первая. Это классно, это нужно немедленно. Стадия первая, когда я читаю и смеюсь. Да, это надо немедленно классно, вешать, это украдут, если не повесишь прямо сейчас. Делаем, немедленно бросаем все. Стадия вторая. Это ничего, очень умно, наверное, в этом что-то есть. Стадия третья. Я все ошибки проверил, делай, что хочешь. Ничего не поняла? Стадия четвертая. Я категорически против, это делать нельзя. Если я пытаюсь рыпаться, она шлет это тайком Боре. Боря приходит как молотком, говорит, это вешать нельзя. Вдвоем они меня все заламывают, это никогда не видит дальше света. Вот, собственно, и все. Подождите, а вы можете опубликовать то, что Юля не одобрила? Ну, я же себе не враг, мне ж не жить. То есть это цензура? Наши знакомые, Знаете, нет. у Билла Браудера есть жена. Но я считаю, самый великий человек, который, собственно, и выдержал всю эту борьбу на самом деле на себе. И, наверное, Билл, все мы бы сломались, а вот она не сломалась. Она простая русская женщина из города Рязани. Она по ходу дела в этой борьбе смогла родить 5 детей. Причем на каждое уголовное дело против Билла она отвечала родами. Но она реально единственный человек, который вот знает об этом деле все, который все вот реально контролировала, и она вот такая вот волевая кнопка. Но ее мнение часто в 120%, как сказали бы в Центре избиркома, не совпадало с мнением адвокатов. При этом, надо отдать должное, в половине случаев она была абсолютно права.
постфактум. И когда Белу все адвокаты собирались и говорили, а он говорит, я все понимаю, вы во всем абсолютно правы. Но что вы хотите, чтобы я признал вашу правоту или поссорился со своей женой? И все сказали, конечно, Билл, нельзя ссориться с женой. Так что он никогда не говорил. Она тоже не говорила. Это вытекало. То есть, нет, естественно, если она против, я не буду это публиковать. Ладно, Юль, вы разрешаете ему петь? Нет. Пусть поет в другой комнате. У вас полная комната. Это оскорбляет ее чувство прекрасного. Так как ваша мама поняла, что именно юридическая профессия, интуиция? А она сама по образованию кто? Это очень сложно. По призванию, по образованию. Она ребенок войны, поэтому никакого толком образования она не получила. Ей было 9 лет, когда война началась. Ей было 9 лет, она должна была пойти в 1 класс. Только начала ходить, началась война, каникулы. На каникулы ее отправили. Моя бабушка, ее мама, умерла, когда моей маме было 5 лет. Дедушка через какое-то время женился на своей двоюродной сестре москвичке. Мама не была счастливого детства. Вот классическая мачеха, такой, какой ее рисуют в русских народных произведениях искусства. Поэтому маму отправляли к бабушке, прабабушке, моей к ее бабушке в Чернигов. В Чернигове ее застала война. Где-то в августе прабабка привезла ее в Киев. И они обнаружили, что в Киеве никого нет. Дедушка с мачехой и старшей сестрой срочно эвакуировали. Была запечатанная квартира. Мама была достаточно взрослая, чтобы понять, что это значит. То есть она просто в час покрылась полностью экземой, как корослой. Потому что она поняла, что ее бросили. А дедушке с бабушкой было 82, где-то 84 года. Они были евреями. В этот момент в Чернигове было уже достаточно беженцев из Минска, которые рассказали о том, что, собственно, происходит на оккупированной территории. И, в общем, все было очень печально. То есть в значительной степени мое появление на свет было под серьезным вопросом. Но к этому моменту 3 дяди маминых за 1,5 месяца успели погибнуть на фронте. Вот этими 3 жизнями, в общем, было оплачено спасение. Потому что при 3-й похоронке дедушка получил разрешение на эвакуацию как отец 3 погибших солдат. Они эвакуировались последним эшелоном, при этом такая смешная история. Как смешная и грустная. Маме, слава богу, сейчас 92 года. Соответственно, 2 года назад, когда началась война, было 90. У нее самое сильное воспоминание – это Черниговский вокзал. Вот эти бомбардировщики, которые на бреющем полете, они так низко летают, что видно лицо летчика, который уже переворачивается, а у него очень хорошее зрение. Должна сбалансировала наша семья. У нее был один мешочек. Когда потом она в детдом попала, как вы считаете, что было в этом мешочке? Что человек хранит самое ценное, девочка 9 лет, самое ценное мешочек, который она пронесла через всю страну до Казахстана. Ваша версия? Может быть, все что угодно. Конкретно это осколки этих противозенитных снарядов, все, что падало на голову, они это все собирали и хранили. Представьте, начинается бомбежка Киева в 22 году. То есть мама это все смотрит с утра до вечера, и у нее в голове начинает накладываться эти 2 картины. То есть все то, что она помнит с 41-го, с тем, что она смотрит сейчас. Это так сильно. Они последним эшелоном по горящему мосту через Десну вырвались, потом баржей до Херсона, потом до Каспийского моря, потом до Астрахани. В Астрахани они жили месяца 2, уже до самого декабря. Там набережная есть, там есть сейчас пристань. И там столбы стоят. Твой столб – это был твой дом. У них был там какой-то мешок с сухарями, дедушка клал его под голову, чтобы не украли, но пока он спал, его таки украли. Поэтому они остались без сухарей. В году 80-м папина родня достала билет на пароход, который по Волге идет.
И мы поехали туда от Москвы до Астрахани. А мама, естественно, не была никогда в тех краях, как война закончилась. И вот мы выходим в Астрахани на пристань, и мама меняется в лице. Там ничего не изменилось. Что прошло 40 лет. Вот этот столб. Все такое же ободранное. Все такое же хилое. Потом их отселили, поселили в какой-то дом трусов. Вот как бы полуземлянку, где они жили, он напротив, другая сторона Волги. Мама говорит, да не, ну там ничего не может быть, там был дом такой, который он тогда уже врос в землю. Находим этот дом. Но он просто там в 41-м он по крыльцу врос в землю, а сейчас он врос по крышу в землю. Для меня был шок, понимаете, я вдруг понял, что что-то не то со страной. Ты попадаешь в эту русскую провинцию, и ты понимаешь, что там нет развития. У меня сейчас, видимо, есть ощущение, что это может так и остаться все. Там, ну, естественно, старики умерли, она попала в детдом, там была жесть. Она заболела холерой, все помирали кругом. Ее положили на баржу. Баржу отвели, это было Аральское море, от берега, ну, как карантин такой. Ну, как бы утром приходят, все, кто умерли, убирают, приносят новых. Она лежит, сутки лежит, двое лежит. Третий лежит. Они удивились. Там таких было несколько. Тогда на этой барже как бы отвели отдельный кусок для тех, которые живучие. Ну, они там 2 недели как-то их вытащили оттуда. А потом заболела дизентерия. Ну, то же самое, как бы все умирают. Но вот нашелся врач, который пришел, сказал, жить хочешь? Он говорит, да. Говорит, не пить. Вот их в палате было 5 человек. А там главная проблема в чем? Что сердце не выдерживает. И мама говорит, сказали не пить. Она говорит, да пошла ты. Ну и как бы всех выносят, она же видит это, значит, она держится на зубах. У нас мама железная кнопка. Это плюсы и минусы имеет, понимаете, в жизни. Но она железная кнопка. А потом малярия. Ну, она знала, вот, что вот строго в 9 часов начинается 40 температура и трясучка. То есть надо как по часам. Палата малярийных было там человек 15. Там, мальчики, девочки. У каждого свой такой вот график. И там мальчишки знали, что ее в 9 часов и будет трясти. Тогда все одеяла, которые были, на нее сверху набрасывались. Вот она 2 часа, пока приступ не пройдет, сидела, и все давали одеяло свои. И ее там лечили чем-то, давали эту хину, она не помогала. А тут оказался без ноги, пришел какой-то парень с фронта. Зашел, посмотрел, что-то ее стало жалко. Я забыл, сейчас мама назвала. Вот это то, чем мы все старались от ковида лечиться, забыл это название лекарства. Он пришел и так молча и сунул свои, говорит, 2 таблетки, на, прими, 1 и 2. На следующий день, в 9 часов она уже собирает одеяло, сидит под ними, а ее не трясет. И оказалось, что с 2 таблеток, в общем, все, этот приступ прошел. То есть, ну, а дальше они стали голодать. То есть, они ели там, ну, корни, какие-то травы, все. А мама раскосая, у нее действительно что-то восточное в лице, скулы, брови. И она там копошилась, травы какие-то на поле пыталась, корни найти что-то. Ехала казашка. Увидела. Она пришла в детдом, говорит, я заберу, откормлю. И маму забрали в юрту, где была куча казахских детей. И где ей спасли жизнь. И потом вернули обратно. У них с папой был, конечно, очень сильный, разный бэкграунд. Ну, а после войны она закончила школу, там ей уже было за 20 сильно, потому что это все было после войны. Потом она закончила какой-то химический техникум, по-моему, в Миргороде. Я поэтому знал, что Миргород 100% будут бомбить, потому что все мамины рассказы были о том, что там какой-то гигантский военный аэродром был. Ну, видимо, там и остался. Работала где-то в химической лаборатории в научном институте. Когда встретила папу, ну что, на этом все закончилось. Это была большая любовь? Слушайте, это хороший вопрос. Мы в наших семьях, мы не знаем, что такое вот это. Ну, что такое большая любовь? Помните, там в этом мюзикле замечательном, который я обожаю, «Скрипач на крыше». Помните, там говорит, ты любишь меня? Он говорит, ну я не знаю, говорит, я стираю тебе, я убираю за тобой, я воспитываю твоих детей.
Ну, не знаю, наверное, я люблю тебя. Мне всегда казалось, честно говоря, что вот эта формула, она работает, что всегда кто-то любит, а кто-то позволяет любить себя. Но мне всегда казалось, что мама позволяет любить себя. Но при этом ваша мама посвятила свою жизнь вашему папе. Полностью. То есть она вот, ну, она его сделала. А ваша жена Юля посвятила свою жизнь вам? Это хороший вопрос. Мы же живем, ну, немного аномальной жизнью, ну, для среднестатистического человека. То есть мы в браке, сколько, 37 лет, да? Она 62 года. Ну, там у нас очень разные семьи, но общее состоит в том, что, ну, вот мы 37 лет реально в режиме 24/7 все время рядом. То есть не ваш папа без вашей мамы, не вы без Да, Юли. то есть мы все не время, можете мы все время существовать. вместе, да. У нас ссоры настолько молниеносные, что они не... Значит, анекдот очень простой. Чечня, Советский Союз, газета там, «Кавказский ленинец» берет интервью на 75-летие, там, это бриллиантовая свадьба. И говорит: слушайте, ну вот вы прожили столько со своей женой. Это такой длинный путь, это гордость нашего аула. Но скажите, пожалуйста, за эти 75 лет, неужели вам никогда в голову не приходила мысль развестись? Говорит: нет, что, девочка, убить хотел много раз, да, развестись нет. Но мы с тобой столько не прожили. Ссор как таковых не бывает. Причина очень простая. Это семья стихийных лингвистов. То есть у нас невероятная чувствительность к слову. То есть именно вообще вот любовь к слову. У нас настолько внимательное отношение к словам и интонациям, что мы прекрасно оба знаем. Вот, нам не надо вести переговоры между Бёрнсом там, и Нарышкиным, чтобы определить красные линии. И кричать не надо. Потому что мы оба знаем, что есть эти красные линии, и они обозначаются словом «грубость». И если кто-то перейдет эту красную линию, то травма от грубости будет у другого такая, именно из-за этой гиперчувствительности к словам. Если мы сорвемся один раз, мы обратно это не склеим. Но если иногда какое-то соприкосновение с линией происходит, то мы реагируем в силу своего темперамента. Юля по анекдоту, а я обижаюсь. Она, в общем, единственная аудитория, которую я ценю. Юля. Да, ну, конечно, мне достаточно, если она признает, что я был умным. За пределами этой оценки более широкого круга меня меньше интересует. А бывало так, что она вам говорила, что вы себя повели так себе? Ну, постоянно. Она гораздо более приличный человек, чем я. Я по природе наглый, я понятийный. Я, если надо, особенно для семьи, могу начать работать локтями. Ей это непереносимо. Ей легче ничего не получить, от всего отказаться, чем бороться за это. А с ней-то вы как познакомились? Ну, я уже сказал, что мы как в какой-то момент мы начали плавать на этом пароходе. Мы обожаем Волгу, вот всю эту атмосферу. И где-то в 1987 году родители умудряются опять каким-то образом купить билеты. Очень долго все думают, можно ли одного оставить. А я при этом уже, слава богу, на 2-м курсе аспирантуры. А я сижу и думаю: господи, скорее бы они уехали. У меня куча свободного времени, куча каких-то романтических планов. Они плавают по Волге, из каждого города звонят, и у них тоскливые голоса, как они страдают без меня. В конце концов, через неделю где-то угрызение совести меня окончательно доканывают. В этот момент они мне сообщают, что они договорились с капитаном, что он мне найдет место в общей каюте. Я покупаю билет на самолет Киев-Астрахань, загружаюсь туда, и утром иду встречать этот пароход, который там ползет, жду родителей. А Юля на этом пароходе плывет вместе со своей мамой. У нее была тяжелейшая практика после 2-го курса. Она 2 месяца торговала арбузами на метро Вернадского. Чтобы от всего этого отделаться, мама достала тоже эту каюту, плывет с мамой в каюте и, как выясняется, пишет всем своим кавалерам
которые успели сделать к этому моменту ей предложение, отказные письма. И отдыхает. И по этому поводу, поскольку она реально поехала отдыхать, а для нее это очень важно, она не взяла с собой косметику. Она стоит с тещей на борту, смотрит вниз, а там, я думаю, что это единственная причина, по которой она обратила на меня внимание. Я в эту поездку одел все лучшее, что у меня было. А я перед этим побывал первый раз за границей в Чехии. Поэтому на мне были одеты те единственные сине-красные кроссовки, которые в Праге сумел купить. Там же был предмет вожделения моей кожаная черная куртка, правда, на размер меньше. Под ней были джинсы, это, естественно, у меня была любимая желтая рубашка ярко-лимонного цвета. Но поскольку я вообще до свадьбы я не представлял своей жизни без галстука, к этой желтой рубашке, джинсам и кожаной куртке был белый в черную горошку галстук. А поскольку мне после всех операций нельзя находиться на солнце, то я обречен в жаркую погоду на какой-то головной убор. И из всех видов головных уборов я предпочитал белые кепочки. То есть, не заметить, вас было трудно. Да, у Юли мама люксовская портниха была. То есть она была гениальной портным, который шил очень узкому кругу заказчиков, той советской системе, такой подпольной. У нее безупречный стилистический вкус. То есть я думаю, что Бог это сделал специально на контрасте. И она смотрит вниз, как мне рассказал теща, говорит: за этого я выхожу замуж. На этом диалог закончился. Дальше я заселился на этот пароход. Моя жена до сих пор считает, что я вел себя по-хамски, поскольку 4 дня я ее не замечал. С моей точки зрения, это было просто объективно невозможно, поскольку она выходила, как она считала, на видное место. Условно говоря, я стоял около носа, она стояла на корме. С таким же успехом она могла стоять на Красной площади, с моим зрением. В конце концов, ее наитие подсказало ей, что ей надо пройти мимо меня. И тут клиент заволновался. В отличие от вашего папы, вы Юлю видели. Да, конечно. И я проследил взглядом. Она скрылась в библиотеке. Это было место, которое мне тоже было знакомо на этом корабле. Я туда вперся, увидел, что девушка сидит, сел. И в этот момент корабль встал. Девушка задумчиво посмотрела в потолок и спросила: интересно, почему мы стоим? Я сказал: естественно, мы сели на мель. Тут было 2 шанса. Или развить теорию вообще, почему корабли становятся на мель, или промолчать. Но вы уже со мной знакомы. Как вы считаете, какой вариант я выбрал? Дальше я развил теорию, почему корабли становятся на мель посередине Куйбышевского водохранилища и какие именно страшные последствия этого могут быть. И мы решили продолжить обсуждение этой темы на палубе. Мои родители заметили Юлю, как выясняется, естественно, на пароходе еще раньше, чем я туда сел. Мы же плыли как бы. Да, и поэтому, в общем, когда они поняли, что я проявляю какой-то интерес, они стали оказывать живое участие, учитывая мое зрение, подсказывая, где именно я ее могу найти на пароходе. Так что, в общем, там все было нормально. Скажи, пожалуйста, как я не простудился под трубой? Это вообще фантастика. Под какой трубой? А мы, когда познакомились, на дорогу до Москвы просидели, надо какое-то было место, где спокойно поговорить в тишине. И мы нашли место. Целоваться или поговорить? Нет, поговорить. Поговорить, нет. Познакомиться, что сразу целоваться-то? Можно же подождать немножко. Это же не самое главное. Там была труба такая, из которой дым идет, на пароходе. И под ней была скамейка. Это такая уже не это уже середина сентября. Это уже не верхняя палуба, а это уже крыша корабля, что называется. Там был холод совершенно собачий. А Володя у меня так вот, если форчик открыта, то все. То есть мы там провели, сколько мы плыли от Куйбышева? То есть мы сидели все ночи напролет там в одной рубашке. Я вообще, если на меня ветер косо посмотрел, я уже лежу с насморком. То есть и мы просидели на этом ветру с ней там несколько суток, там по 10 часов. Никто не чихнул. То есть вас не волнует, почему она не простудилась? Вас волнует, почему вы не простудились? Это мужское такое. А я ей свою куртку отдавал. И все? Да.
И если не брать, поскольку расстояние, дней знакомства, когда мы были вместе между Астраханским причалом и свадьбой, было 21. Ну вы рисковый. Да я ни разу не пожалел. Вообще жизнь показывает, это как с недвижимостью. Чем дольше выбираешь, тем хуже кормишь. Вот сейчас все феминистки вздрогнули, конечно. Так это на самом деле не феминистки должны, а мускулисты плакать. Это же она меня выбрала, а не я. Слушайте, а когда вот это вот он стоял под пароходом в сине-красных кроссовках, джинсах, желтой рубашке, черном в белую точечку галстуке, куртке и белой кепке, вы правда подумали, что вы выйдете за него замуж? Я не подумала, я маме сказала. А у меня мама такая спокойная. Она говорит, ну окей. А почему вы так сказали? Ну, надо было с этим что-то делать. С этим безобразием. Как-то... То есть, понятно, эстетически. Я сказал Это эстетически. То есть вы хотели исправить мир? Да. Вот я поняла. Вот. Это мое. Забираем. Она мне претензии все время предъявляет, что я очень долго не делал предложение. И я говорю, как недолго? Я его на 8-й день сделал. Значит, а 8 дней до этого ты чем занимался? А как вы делали предложение? Письмо послали? Телеграмму? Нет. Будешь сказать или не будешь? Нет, ты давай. Я до сих пор боюсь. Впрыгнул в поезд, и поезд уехал. Ну, я же сказал, что я юрист, то есть надо сделать. А вы такая стоите одна на вокзале и все? Ну, я его провожала, он же в Киеве жил. Мы же... Ну, да-да-да. Даже был такой поездной роман, мы тут в гости ездили. А потом уже, даже после свадьбы уже ездили. Ну, вы да успели сказать? Я даже, если честно, не помню. Мне кажется, что... Нет. Не успела? Подразумевалось. Потом, как-то, то есть из тональности письма, которое пришло, как говорят юристы, конклюдентными действиями подразумевалось, что предложение принято. Нет, но это было вот реально на подножке поезда и поезда. Я выждал. Мне очень не хотелось получить «нет». Поэтому надо было сделать так, чтобы вопрос она и предложение услышала, а ответ я бы уже не услышал. Я слышала, что вы в очень теплых отношениях состоите с Михаилом Ходорковским. Это правда? Да. Мне гораздо легче, чем всем остальным. Для меня Ходорковский до тюрьмы, это помните, как в песне Высоцкого, «Не таукитянин, что вам папуас». Мне вкратце о них намекнули, я крикнул «Галактики, стыдно за вас», в ответ мне чем-то мигнули. Для меня в моей жизни той до эмиграции я был классическим, типичным представителем верхушки среднего класса России. Уровень моих притязаний, моих компетенций, моей возможности, он заканчивался задолго до того места, где начинались самые низы деятельности Ходорковского в 90-е нулевые годы. При этом я в значительной степени не принял концепцию 90-х, особенно приватизацию. Не потому, что я был обделенный, это был мой сознательный выбор. Я почему-то отнесся к этому как к такому запредельному какому-то жульничеству. И у меня есть такой простой принцип. Ни за какие деньги, ни за какие награды и ни при каких рисках я не сделаю ничего, что в моей системе координат ущемляет мое достоинство. Это такая аморфная довольно вещь, но у меня есть свое представление о чести. Вот если это не задевает мою честь, то я, в общем, на самом деле готов на любые компромиссы, там, материальные, политические, что угодно. И если кто-то пытается поставить меня в зависимость от себя, я это прекращаю. Поэтому я не имею вот этих отрицательных коннотаций к Ходорковскому, которые имеют очень многие люди, которые сталкивались с ним. Я понимаю, что там были жесточайшие битвы и за выживание, и за ресурсы, и много обид. А я это все как пропустил. У меня был единственный момент такой смешной. Я был в Нью-Йорке, когда его арестовали. Ну, смешной, грустный. И, естественно, у меня брали интервью. И меня спросили, как я к этому отношусь. Я сказал, что я не выработал свою позицию к этому аресту. И все зависит от того, в какую сторону он развернется. Что я считаю, что то, что делал Ходорковский, было общей правовой и экономической практикой.
И если за арестом Ходорковского последуют аресты всех остальных, кто практиковал то же самое, я буду считать это довольно странным ретроспективным применением права, но позитивной тенденцией. Если Ходорковский окажется единственным, кто оказался в тюрьме, а остальные отскочат, я буду считать это последним гвоздем в русское право, поскольку это будет абсолютно селективная избирательная юстиция. Потом уже в эмиграции в какой-то момент я познакомился с адвокатом Михаила Борисовича. Оказалось, что нужен совершенно странный совет по тому, что ему читать. И я тогда спросил: ребята, что хочет, пусть то и читает. Он еще в тюрьме или в тюрьме. Они говорят: да это ты красиво со своей колокольни смотришь. За ним строго следят, чтобы у него на руках всегда было не больше 10 письменных документов. Из них 7-8 – это всегда процессуальные бумаги, которые они же сами ему дают, типа постановление о возбуждении нового дела, жалоба на это, жалоба на то. То есть это в трэш уходит. Одно всегда какое-то письмо или от мамы, или от жены. И получается, что, собственно, читать, то, что выбрать, это 1-2 позиции, а встречи раз в месяц. И если ты эту позицию каким-то дурацким хламом занял, считай, месяц прошел зря. Я говорю: а почему я? Говорю: потому что его политика заинтересовала, он хочет немного понять, что есть интересно сейчас в области политики и философии. И у меня оказалась странная функция. Я на свой вкус рекомендовал какие-то там статьи, какие-то обзоры. То, что мне самому нравилось, так продолжалось какие-то годы. А потом его освободили, и когда-то все уже прошли все очереди, он захотел встретиться с тем, кто формировал его библиотеку. И оказалась такая смешная довольно ситуация, что мы очень похожи. В чем? Все люди делятся на 2 категории, которые смотрят на жизнь через призму «как должно быть», и у них все претензии сформированы к жизни под тем соусом, что эта жизнь нас недостойна, потому что она не такая, какая должна быть. А вторые, которые смотрят на жизнь такой, какая она есть. Я думаю, что мы оба скорее люди, которые смотрят на жизнь под тем углом, какая она есть на самом деле. И то, что я вам сейчас скажу, очень многим не понравится, но это жизнь. Ты в жизни очень часто вынужден выбирать между цинизмом и ханжеством. Конечно, лучше всего ни того, ни другого. То есть, конечно, лучше всего быть святым. Но это, во-первых, мало кому удается, а во-вторых, за это дорого платят. Или ты делаешь вид, что ты за все хорошее против всего плохого и становишься ханжой, либо тебе приходится признать, что ты, в общем, тоже не ангел и живешь реальными компромиссами, в том числе и моральными. Я между цинизмом и ханжеством всегда голосовал за цинизм. Как вы думаете, почему Ходорковский, выйдя из тюрьмы, оказавшись на свободе, на которой, я так понимаю, что он, в общем, не сильно рассчитывал оказаться, все-таки занялся политикой, причем политикой в той стране, в которую ему вряд ли придется вернуться? Я думаю, что у него не было даже сомнений в том, что он будет заниматься политикой, потому что человека более аскетичного в жизни и в своих потребностях, я не скажу, что я не видел. Я видел, конечно, людей таких еще. Их много, кстати, в том числе и среди этого класса супербогатых. Но это все-таки редкость, это белые вороны. То есть это человек, который что купил, как говорится, то и надел. Поменял тогда, когда опало с тебя уже. Развалилось, уже дальше невозможно. Ест то, что под рукой, и все в подряд. Имущество имеет ровно столько, сколько есть жизненная потребность. При слове яхта рассмеется, наверное, тебе в лицо и будет долго ржать. Слушайте, это прям какой-то уж совсем образ святого. Причем святой? Ему это неинтересно. Что для вас богатство? Независимость. Это правда, да. А так, на бытовом уровне. Больше ничего, только независимость. А я вам скажу, у нас есть с Юлей очень четкое представление. Это когда ты выходишь в кафе, напротив, садишься, берешь чашку кофе, и ты не думаешь о том, это у тебя последний евро или не последний. Это счастье. Когда ты идешь к врачу, тебе говорят, операция 5000. Тяжело, но ты их достал, они у тебя есть. Если у тебя есть друзья, им нужно дать какие-то деньги,
И ты можешь достать из кармана и сказать, ну, надо, возьмите. Богатство – это не яхты. Это нужно только идиотам с комплексами, которые меряются величиной яхт за неимением другого, чем можно мериться. Подождите. Просто в норме богатые люди в любой стране меряются степенью влияния на политику страны. Но для этого не нужна яхта. Когда невозможно влиять ни на что, дальше все меряются яхтами. Мне кажется, так, нет? Ну, это не так. Это все-таки связано с комплексами, понимаете? Но ничего из этого не дает ответ на вопрос, зачем Ходорковский, который фактически сел за то, что лес... Ответ очень простой. Вот человек выходит, и он, в принципе, вот на все то, что я вам обозначил, на то, чтобы прийти в ресторан, заплатить за себя и за друзей, на то, чтобы купить дом себе и детям, оно у него есть. И ему не надо дальше зарабатывать. То есть он вышел из тюрьмы, и у него было два пути. Ну что, дальше строить новый ЮКОС? Ему ЮКОС был интересен не деньгами. Вы вообще не понимаете мотивацию. Это касается очень многих людей из списка Forbes здесь. Они не любят деньги. То есть это неправда. Они их любят, и одновременно деньги для них не являются самоцелью. Не, Владимир Борисович, я ни разу не сказала слово «деньги». А если не деньги? Он себя уже один раз реализовал. Вот ему был спортивный интерес сделать первый ярд. Сделал. Он его сделал там в 90-м году. Но дальше он стал заниматься политикой. И, собственно, фактически это привело к тому, что да, он потому оказался что ему в тюрьме. перестало интересно. И он стал сказать другое. сказать Путину, что он все равно может заниматься политикой в России, даже не будучи внутри? А какой у него был выход? Ну, чем он здесь должен заниматься? Есть миллион разных вариантов развития судьбы. Например? Боже мой, вкладывать в зеленую энергию, заниматься Ему это не интересно. А политика в России ему интересна? Конечно, да. Вы даете Ходорковскому советы? Для начала мы просто ведем эти свои разговоры. Ну, мы, естественно, время от времени обсуждаем. И мы много ругаемся, потому что я на многие вещи смотрю вообще абсолютно иначе, чем он. А он на многие вещи смотрит совершенно иначе, чем я. Но есть какие-то точки, в которых по итогу мы, например, сошлись. Оба мы скорее бы предпочли видеть Россию реорганизованной, обновленной, чем разделенной на какое-то количество государств. Но при этом мы оба, наверное, считаем, что единственный способ иметь Россию без этого милитаристского оскала – это децентрализация и федерализация. Как-то оба пришли к этому, это совпадает. Да, мы это обсуждаем постоянно. Невзенгейт повлияет драматическим образом на политическую карьеру Ходорковского? Слушайте, мы находимся в самом начале развития этой воронки. Это совершенно невозможно предугадать. Мы живем все в небольшом многоквартирном доме. И это довольно узкий круг людей, и все общаются. А ты внутри, ты общаешься с этими людьми, ты не понимаешь. У тебя сейчас тяжелейший выбор, который Антон Орех очень четко обозначил, что из этих двух соседей кто-то один мерзавец. Либо тот мерзавец, который действительно, если он заказал эти все побои, а ты никогда человека такого не мог даже предположить, либо тот мерзавец, который это все вытащил и его оклеветал. А как мы с вами кто? Мы с вами что, чекисты, что ли? Это, понимаете, нас всех поставили в ситуацию довольно сложную, потому что такой хэштег «сказанному верить». Собираются одни люди, говорят, это истинная правда, нам ее прислали из ФСБ, а другие люди говорят, вы что, рехнулись, вам прислали из ФСБ, как этому можно верить? Ситуация, с моей точки зрения, нехорошая в любом случае, потому что в нормальной ситуации она должна была бы развиваться, по крайней мере, какое-то время не публичные такие каналы, то есть когда это должны правоохранительные органы ее разрешать. Но она уже пошла туда, куда пошла. Чего люди ожидают от Ходорковского? Чтобы он прочитав эти материалы, сходу. Вы мультфильм «Простокваша» любите? Помните, говорит, ты кого выбираешь, меня или кота? Я не знаю, говорит, тебя я давно знаю. Говорит. Погодите, претензия в другом, что у него все эти материалы были,
и он не придал, ну, скажем так, значения. Нет, это абсолютно неправда. Это интерпретация, такой спин, как мы говорим. В это хочется верить Марии и Леониду, потому что это укладывается в их видение мира. Я даже не обвиняю их в каком-то сознательном манипулировании. Это подсознательное манипулирование. То есть людям хочется, чтобы это было так, и они говорят, что это так. Насколько я понимаю, ситуация, она очень простая. Как бы в тестовом режиме эти материалы были направлены разным группам, включая досье. Когда они были получены, досье сделал тот вывод, ну, который вот если бы я что-то подобное пришел ко мне, клиент дал ответ один: неверифицируемо. Не имея исходников по там, сканам какой-то переписки, ты не можешь судить о том, является эта переписка сгенерированной или она является истинной. Дальше мне говорят, ну там столько подробностей, что сгенерировать не. Это правда. То есть никто никогда не генерирует подобные вещи на пустом месте. Соответственно, для этого нужно иметь реальную переписку Незлина с корреспондентом. А вот дальше как бы это вопрос бюджета. Это очень трудно, если у тебя ограниченный бюджет. Если у тебя под это дело бюджет свыше 1 миллиона, можно все. И никакие метаданные тебе не помогут. То есть вопрос, который меня мучает, Грозев, который как бы очень аккуратным выражением, он говорит, мы знаем, что на 97% мы убеждены в том, что это не подделка. Блин, а что делать с этими 3? Это знаете, как вот идешь на операцию, тебе говорят, ну, как бы все классно, 90% у тебя все будет хорошо, но 10% как бы фиговые результаты. И дальше все делятся. То есть кто-то упирается в эти 90, а кто-то говорит, так, 10. Знаете, как 10 мне жмут. То есть вам жмет? Надо мной давлеет принцип презумпции невиновности. У меня один вопрос. Могу ли я сказать на 100%, что это достоверный материал? На 100% это не может сказать даже Христо Грозев, который друг их. А я могу сказать, условно говоря, что 50 на 50. А окажись у вас в руках такой материал, что бы вы сделали? То же самое, что Ходорковский. Досье написала, как бы этому решали, что она не заинтересована в его получении, просит его обратиться в правоохранительные органы. Не дожидаясь, пока он обратится сам, 2 июля проинформировал правоохранительные органы о наличии такой ситуации, а также проинформировала Невзлина о том, что есть такая ситуация, пусть еще Невзлин тоже подал заявление в правоохранительный орган. Чем бы в судебном смысле эта история не кончилась, значит ли она, что, казалось бы, возможно, союз между всеми оппозиционными силами, который наметился в феврале 2024 года после гибели Навального, больше вообще ни при каких обстоятельствах невозможен? Мне всегда казалось, что вот эта вот идея объединения оппозиции – это какая-то такая, ну, мантра, ну, это некая такая фигура речи. Я считаю, что невозможно объединяться, когда нет движухи. Сейчас исторически межсезонье такое, время застыло. Застой на воде, как вы знаете, цветет ряска, все вообще вонючее она очень. И пока там не пробьет какую-то дамбу, не будет проточной воды, проточное течение. И поэтому, с моей точки зрения, эти все разговоры – это такие вот тактические игры. Кто-то делает ставку на то, что он будет за объединение. Вот это моя такая позиция, я за объединение. А кто-то говорит, а я вообще ни с кем не буду объединяться. Вот я буду тут сидеть под елочкой и в коричневом костюме. Но это ничего не значит, потому что не на чем объединяться, не о чем объединяться. То есть есть какие-то глобальные вещи. Там плюс-минус все эти люди против агрессии России против Украины. Плюс-минус все эти люди против... Смотрите, там есть два подхода. Ну, давайте возьмем логику. Во-первых, он говорит, ну, прекрасно, мы все будем против агрессии, ну, порознь. То есть у каждого будет свой маленький топорик против войны, как это в детской сказке. А второе, ну, ведь ФБК же не против объединения. Но они только хотят, чтобы все записались в их партию. Они же не говорят, они говорят, мы всех примем. А другой просто говорит, нет, вот там вот есть такие, которые не хотят. Вот они хотят союз, коалицию ФБК. Нет, нам это не надо. Мы чувствуем свою силу. Ребята, хотите бороться? Вот мы единственная
которые этого достойны. Мы достойны быть лидерами русской оппозиции. Почему достойны? А вы считаете, что нет? Я считаю, что история должна определять. Рынок есть рынок. Знаете, я лучший британский адвокат. Я лучше российский. У нас там золотая пятерка адвокатуры. Там конкурс Союза юристов. Как-то меня всегда корячило, как-то сказать. Я знаете, как в Евангелии. Я последний из всех вас. Мне просто вопрос в том, что не то, что я считаю, я просто не уверен, что я бы смог это произнести для себя. Но они могут, молодцы. Всегда есть ситуация, когда тех, кто против нас, не справляются с ними без нас. И тут может помочь. Может быть. С моей точки зрения, все эти вопросы бы утряслись, если бы прорвало и пошла проточная вода, потому что тогда всем надо было бы забыть, а надо было бежать. Бежать и там бороться. И когда стало понятно, что поодиночке тонут, тут все объединятся на счет раз. Уж как Ленин с Троцким друг друга ненавидели с 14 по 16, а потом, когда стало понятно, что поодиночке власть не взять, слушайте, Цюрих, кафе, круассаны. Долго времени не заняло. Круассаны должны быть хорошие. Что произошло с вами в 13 лет, когда после этого вы 3 года пролежали фактически с повязкой на глазах и учились вслепую? Я унаследовал не только профессию от папы, но и близорукость под минус 40. То есть это какая-то наследственная болезнь? Это непонятно откуда. Где-то произошла мутация вены. Отец родился в 1942 году. Вот эта линия у нас, она такая мощная, старая купеческая линия. У моего прадеда было 18 детей. У моего деда 10 детей. У папы 5 братьев, 5 сестер. У всех зрение 200%. Кроме отца, все мужчины, они стали дальнобойщиками. У отца, у единственного, который родился в 1942 году, такой произошел сбой. А они вас как-то готовили с детства к этому? Да, конечно. С детства все было понятно. Это же была такая очень агрессивная советская система. То есть она же тебя готова была удушить в своих социальных объятиях. Поэтому этот бой за то, чтобы я ходил в нормальную школу, он был постоянно. Поэтому тут готовили. Но все знали, что мне нельзя драться, мне нельзя спортом заниматься. То, что нельзя драться, это, между прочим, самое такое жестокое ограничение. Издевались в школе? Никогда. Но, понимаете, пришлось научиться пользоваться языком как шпагой. За это можно и портфелем по башке получить. Во-первых, я дрался. Это, возможно, и повлияло. То есть нельзя и не делаешь – это разные вещи. Так? А во-вторых, бухмиловал, опять говорю, языком, как шпагой. Для того, чтобы получить портфелем, это еще надо пройти эту дистанцию, чтобы тебя не высмеяли и не остановили. Во-вторых, у меня склонность к медиаторству большая. Я умею договариваться. У меня в семье 2 юриста. И они работают вместе все время. У них дела, клиенты, они пишут жалобу. И это умение чувствовать право руками. И плюс этот ярославский бесшабашный характер. У него в детстве кличка была Нахимов. Человек, который дрался налево и направо. Человек, который по стене залезал на крышу. Это человек, который с этим зрением, которое у него было такое же, как у меня, вкав-голова, на горных лыжах прыгал с трамплинов. Это агрессивный, классический, среднерусский характер, соответственно, и в работе такой же. Мама интеллигентная киевлянка, литературная, осторожная, аккуратная. И вечером они начинают писать жалобу, но это такой оры и крики с папиной стороны, естественно, потому что он эмоциональный, а мама молчит на своем. Как вы думаете, к кому они апеллируют? К вам? Естественно. То есть я в этом смысле, мне не нужен был юридический факультет. Я в суде вырос, то есть папа выступал, мама была с ним, а я ползал по коридору суда с машинкой и играл. Все меня знают, политолог, пастух, философ, в слове профессии. Я реально представляю только как адвокат.
Вот бодливой корове Бог рог не дает. Мне не повезло со страной, в которой просто нет места этой профессии. И не при Путине это случилось. Это случилось вот в 90-е годы. То есть меня просто вылучили из этой профессии, потому что если бы я, родился бы в Англии, наверное, была бы совершенно другая карьера. 90-е сейчас стали очень важной точкой отсчета почему-то всего. Сразу все решили изложить свое видение 90-х. И Мария Певчих, и команда семьи Ельцина, назовем это так, и «Новая газета». И все рассказывают эту историю по-своему. В исполнении Певчих это «Украденная Россия», в исполнении семьи Ельцина это Приобретенная Россия. Мы сделали все, что могли. А в исполнении «Новой газеты» это смутные годы. Вы не любите 90-е, я знаю, но при этом вы полемизировали с Певчих на тему ее видения 90-х. Вы не считаете, что это украденная Россия? Вы не сказали, что это украденная Россия, и вы не правы, потому что Россию украли. Вы сказали, что это украденная Россия, вы солгали, потому что этим все не ограничилось. Ответ на эту украденная Россия, он абсолютно комедийный. Все было украдено до нас. Начинаем там дальше отматывать. Реальная кража актива, приватизация, она произошла в значительной степени в конце 80-х. Это была приватизация, которую совершили красные директора. Почитайте историю Тольятти Азота, там классика жанра, конечно. Они не украли, но они они где сидели, там они воспользовались, они Потом пришли олигархи и украли у них. Не сразу. Украли бандиты и украли вот эти красные директора. Кто был самый богатый человек на рубеже 80-х, 90-х? Это были те люди, которые контролировали внешнюю торговлю. Вот люди, которые могли разрешить тебе, вывести тебе какие-то сульфат, фосфатов, я не знаю, чего-то, или не вывести. Вот они становились тогда миллионерами и миллиардерами. К моменту, когда все пришло это ельцинское племя молодое, там уже все было поделено. Эта приватизация, конечно, и ошибка, и такое преступление, потому что была реальная классовая борьба. В этой борьбе участвовала бюрократия, советская номенклатура как класс, советский подпольный капитал, криминал, условно говоря. Но бандиты. Там были бандиты, там были бандиты, подпольные предприниматели, которые были бандитами в силу необходимости. То есть человек, родись он в Сан-Франциско, он был бы уважаемым членом общества, но он родился в Самарканде. Понимаете, это бандит, не бандит, это как? Это ты как выстроишь правовую систему? Ее сейчас Путин так построил, что мы все с вами бандиты. Поэтому был этот класс, был класс этих красных директоров, то есть менеджеров, которые практически вдруг все рухнуло, а они оказались, сидят каждый на своем заводике и прибирают украденное. И при этом делать они ничего не умеют. Они абсолютно совковые, ментальность у них совковая. Они где-то, в лучшем случае, это очень хорошие инженеры, конструктора, они душой болеют, там все. Но при этом, с точки зрения рыночных отношений, это другой. Единственное, что не могут, это гнать, что можно гнать за границу, открывать там зеркалки, на этих зеркалках, на этом трансферном ценообразовании создавать себе состояние. Господи, если вы знали, сколько с того момента живет сегодня по всей Европе замечательных, тихих, никого не трогающих и не желающих, чтобы их кто-то трогал, 85-летних, 90-х туда жил миллиардеров. Понимаете? И никого не жмет, никто не интересуется. Понимаете, все уперлись в небольшую кучку олигархов. То есть, и пришел этот новый класс предпринимателей, новое поколение, который был тоже сформирован как сводный этот штурмовой отряд. Частью комсомольцы, частью интеллигенция с активной жизненной позицией, частью те же бандиты, часть каких-то директоров оказалась вменяемой и обучаемой. И возник класс, который готов... Что такое предпринимательство? Предпринимательство – это схема. Схемщик – это ругательство, но реальное предпринимательство – это умение планировать на 3-4 шага вперед, выстраивать свой бизнес как схему. Пришли эти люди. Они приходят и обнаружат, что они пришли к шапочному разбору. Они голодные, они активные, они потерлись на Западе. Они хотят, чтобы было как там. Они с амбициями.
а все занято. А их тут никто не ждет. И начинается схватка. С одной стороны их бандиты прессуют, с другой стороны менты прессуют. И в этой схватке они делают ставку. То есть они выиграли, мы все проиграли. Они говорят, а давайте, ребята, мы тогда возьмем на вооружение государство. И они пошли на альянс с государством. И как бы это было логично, потому что они это государство поддержали. Кто революцию кормит, тот революцию танцует. В той сваре 91-93 годов вот все другие группы сделали в казино ставки не на ту цифру. И это было их бревно, вот то бревно, которым они дальше расчистили себе дорогу. И приватизация была частью этой политической борьбы. Теперь дальше возвращаемся к концепту, было ли это справедливо? Нет, конечно. Это вообще какая революция была справедливой? А можно ли сказать, что они обокрали народы нас? Нет, нельзя. Потому что все было украдено до них. Это была борьба. В этой политической борьбе победила некая сила. Так, относительно, может быть, не худшая. Когда она победила, у нее было два пути. Их обозначил Владимир Ильич Ленин. Был такой философ, будь не ладен. Но он как сказал, что в России есть всегда выбор между прусским, американским путем развития капитализма. И они почему-то решили, что прусский им жмет. И они решили нам в 90-е годы устроить американский путь развития капитализма. То есть без тормозов. И вот в этом, с моей точки зрения, главная ошибка. А не в том, что они там победили и решили воспользоваться победой. Вот если такое случится в жизни, и к власти придет команда ФБК, и через 3 года в России не будет коррупции, и будет демократия, и все будет по справедливости, и народ получит все заслуженное, и будет контролировать все сырьевые ресурсы, и все это будет течь в молочных реках с кисельными берегами, вот я даю честное слово, если я доживу до этого момента, и если вы будете снимать свои передачи, я приду в вашу передачу, я не могу съесть большую шляпу, но соломину сгрызу. Разве можно за 3 года исправить все то, что произошло в 90-е, а потом в нулевые? А если за 3 года нельзя исправить, то не надо и обещать невозможного. А кто обещал за 3 года? Знаете, а тогда Я внезапно стала адвокатом ФБК. Говорится о прекрасной России будущего, но не говорится о тех слезах и крови, через которые придется пройти. Понимаете? А у людей складывается впечатление, что свобода нас встретит радостного входа, и братья меч нам подадут. Меч, может быть, и подадут. Но это будет гильотина. Поэтому вопрос состоит в следующем. Популизм о том, что у народа украли собственность и свободу плохие олигархи, он абсолютно не соответствует исторической реальности. Это был период тяжелейшей классовой борьбы, в котором не было хороших сценариев, были плохие и очень плохие, реализовался средний. Но в итоге все закончилось все равно очень нехорошо. Поэтому дальше был вот тот самый 96-й год. Вот вы говорите о наших разногласиях с Михаилом Борисовичем, наверное, ключевое, да. Оно состоит в том, что он считает, что приход коммунистов к власти был абсолютно недопустим, и что это означало бы конец всему и бизнесу и так далее. С моей точки зрения, это был ужасный провал. Это было бы очень плохо, но это была бы короткая ночь. И был бы ужас, но не тот ужас, который мы имеем сейчас. Потому что мы бы тогда этим переболели, как болеют ветрянкой в молодости. А сейчас мы этим болеем, какие болеют в старости. Когда нет иммунитета и когда это уже смертельная болезнь. Дивиденды по залоговым аукционам все эти люди получили только по результатам выборов и на основании того, что они поддержали этот антикоммунистический угар. Это несправедливо. Так это же было важным, а не коммунисты или не коммунисты. Нет, важным было то, что если пришли коммунисты, эти дивиденды получили еще бы худшие люди, еще в большем бы количестве, но при этом сохранилась бы идея того, что в стране есть институт выборов.
В какой момент в этой истории появляется Билл Браудер и Хермит слушайте, это уже между этим и этим моментом проходит десятилетия с лишним. Да. За этот момент я становлюсь практически юридическим и джар-представителем крупнейшей американской компании. Работаю с ней 15 Какой американской компании? Она была тогда крупнейшая в мире. Потом она поменяла позицию. Это Мэр Шарп и Дом. Но они в какой-то момент вляпались в стандартное такое полубандитское, полумошенническое дело в России. И выяснилось, что как-то почему-то крупные и дорогие американские компании не очень приспособлены к тому, чтобы разрешать наши деревенские проблемы. Я приехал, как-то эту проблему решил. То есть вы были решалой таким? Нет, я не решал, я был адвокатом. То есть вы хотите, кем я был? Да. Пожалуйста. Вы фильм «Криминальное чтиво» любите? Да, очень. Помните, там, как господин Фунт, или как, который решает проблемы? Да. Вот мои 90-е годы я был вот этим Фунтом, то есть я был человеком, который готов решить любую проблему, который приезжает, ему говорят, у нас полная задница, то есть нас всех тут будут сейчас убивать, у нас обокрали настолько-то, что делать мы не знаем. Я приезжал, говорят, спокойно, давайте думать. Самое главное – мотивировать человека на борьбу. Вот ты пришел, дал ему грамотный совет, никому не нужен совет. В большинстве случаев твои клиенты без тебя заранее знают, что они должны делать. Это то, что предмет вот таких наших разногласий все время с Юлей, который, естественно, со мной все время работает. Ты не имеешь права так давить на людей. Ты им навязываешь свою волю. Я говорю, это моя профессия. Моя профессия – навязывать людям волю, потому что я должен поднять их на борьбу. То есть помимо того, что вы были решальщиком, вы были еще и чем-то типа коуча? Чем-то типа проповедника. Мне это ближе. Но мотивацией занимается в сегодняшнем мире коуч. Наверное, да. И я как-то к коучу спокойно отношусь. Тут у меня просто был смешной эпизод, когда там в Мерфи уже сменился какой-то очередной директор, и он говорит, я завтра будет представление. Мой коуч мне сказал, что вот надо, чтобы быть лидером, надо всегда говорить, что ошибаться может только 2 раза, на 3-й нельзя. Для меня, когда есть мужик, ему 40 лет, и он идет руководить офисом многомиллионным, почти миллиардным, и у него есть коуч, ему эта работа противопоказана. К 40 годам надо уже быть без коуча. На секунду отвлечемся. Повальное увлечение разного рода коучингом в России. С чем вы связываете сегодняшнее? По всей видимости, с деградацией элиты раз, с вот этим предвестником революционного времени 2 и ростом мистицизма. Для меня это важнейший признак революции. То есть коучи удовлетворяют потребность в мистицизме. Это такая попытка уйти от реальности и обмануть реальность. То есть это неопределенность, душевный дискомфорт. Люди чувствуют себя не в своей тарелке. Им нужно за что зацепиться, а цепляться не за что. Вот такая вот иллюзия поручня. Вот как пожилой человек, ты всю квартиру пытаешься этими поручнями обклеить, чтобы он мог идти за стенку держаться. Вот это вот очень нужно, понимаете. Это признак надвигающейся революции. Когда в 90-е вы решали проблемы, было такое, что в вашей жизни что-то впрямую угрожало? Нет, мы всегда в каких-то точках между деньгами и нашим представлением о правильной жизни делали выбор в сторону правильной жизни. То есть миллион раз была возможность, сейчас не переживать об эмиграции, а жить где-нибудь в своем замке. Это было абсолютно реально, но каждый раз мы останавливались. То есть, условно говоря, Мы-то кто? Я и Юля, да, конечно. У Юли было решающее слово всегда. Потому что была возможность пойти в депутаты. То есть я очень хорошо помню прогулки, как у поэта под Мамонтовкой в лесу. И вот мы ходили, я говорю, я так осторожно понимаю, что нарвусь. Говорю, есть идея, стать депутатом, только через развод. То есть это исключено. И на самом деле это было понятно, что никогда этого не будет. Условно говоря, 92-й год. Ради хохмы иду на кастинг директора Центра приватизации.
прохожу практически все туры, дальше остаются уже основные собеседования. Я говорю: Юль, ну, слушай, это невозможно. То есть я считаю, что это самая большая Панама, которую я вообще когда-либо встречал в жизни. Меня от этого всего тошнит. Ну, наверное, мы станем безумно богатыми, но я всю жизнь буду просто сам себя изнутри съедать. Я просто на следующий тур не пошел. А до этого мой товарищ работал в группе консультантов Верховного Совета и, ну, соответственно, после переворота в администрацию президента. Мы там отдыхаем в Плёсе, все, звонок, все уже ты всех устраиваешь. Надо срочно ехать в Москву на собеседование. Самое жуткое воспоминание: пришлось бриться Юлькиной бритвой, другого ничего не было. Вот какая должность предлагалась? Ну, консультантом в каком-то отделе, ну, как бы... Ну, ведь 90 это тоже было такое мракобесие консультантов, все всех консультировали. Ну, поэтому не пошел. Но, тем не менее, вы были таким, как вы называли это в интервью, консильере. Вы консультировали людей за деньги? Это разные вещи, да. Это же самое. Нет, это не разные вещи. Одно дело, ты это делаешь как свободный художник, и я в этом смысле я никому не отказываю. Знаете, врач тоже разных лечит. А что делать? А иногда приходится проктологу, знаете, через такие места хорошие вещи делать, что просто совсем мама не горюет. Бывало, что вы людям отказывали в консультации, потому что это неприлично? Ну, многократно. Это да, это естественно. То есть каждый выбирает. Я никогда не вляпывался в дела, которые я считал не соответствуют моему представлению о справедливости. Привести пример можете? Ну, пожалуйста. Значит, в конце 90-х годов были ребята, которые занимались Новороссийским портом. Один из них, мне память не изменяет, был в окружении Медунова, вот того самого. Потом Медунов свалил на него все свои преступления. Этот парень, молодой, 27-летний, отсидел за него 10 лет. Ну и дальше вышел, он уже стал бизнесменом. Господи, я более начитанного человека в жизни не... Я вот тогда понял, что тюрьма – это невероятное место для самообразования. Но они занимались приватизацией Новороссийского порта. Мне кажется, я им дал умный совет: не делать это без государства. Лучше иметь 2% в государственном бизнесе, но живыми, чем этот бизнес свой, но мертвыми для наследников. Жизнь подтвердила мою правоту. Дальше им понравилось, они пришли и предложили заняться приватизацией завода «Кристалл». И мы дома приняли обоюдное решение, что столько нам не выпить. В какой момент в вашей жизни появляется Браудер, Hermitage Capital и история, связанная с Сергеем Магнитским? Ну, во-первых, истории с Сергеем Магнитским не было до самого последнего момента. С Биллом я познакомился совершенно случайно. Это был где-то 2005 или 2006 годы, и у него была какая-то серьезная дефамационная тяжба со Сбербанком. Его представлял в суде по первой инстанции Падова. Очень это важно. Дело Клейнера, по-моему. Да, совершенно верно. А я в этот момент руководил большим проектом в Институте права и публичной политики. Вот не надо говорить, что я идиот, но мы тогда все были романтиками. Что можно как-то влиять на эту жизнь, создавая прецедентные судебные решения. Что можно находить некие дела, которые носят такой общественно значимый характер, а люди не имеют возможности ни денег, ни возможности сами защищаться. И тогда ты это дело берешь, доводишь за них, ты получаешь решение, оно становится прецедентом, это каким-то образом форматирует систему. И был какой-то европейский фонд ТАСИС, и он под это дело выделил что-то в районе 400 тысяч евро на 3 года вот на этот проект. Соответственно, у меня возникла потребность, как у научного руководителя этого проекта, искать какие-то интересные дела. Кто-то Биллу рассказал о том, что есть непубличный, мало кому известный, но крайне эффективный адвокат. А при этом... К этому моменту у вас уже были успешные кейсы, которые Браудеру представили. Я был широко известен в узких кругах. Понятно. Как такой вот юрист-теоретик и как, наверное, неплохой лоббист. Человек, который решает проблемы. И человек, который решает проблемы, да. У меня есть очень простое правило, которое я объясняю каждому клиенту, который ко мне приходит. Конечно, это не работало в ранние 90-е, когда я был молодым человеком, который там много чего было смешного и странного. Но когда я уже сформировался как профессионал, я понял, собственно, где я сильный, где я не сильный. Вот брать меня в обыкновенное дело, там тяжба акционерная, корпоративный конфликт, это не мое. Я эффективен там, где есть 3 условия. Первое.
У клиента должна быть реальная стратегическая проблема на грани политики и права, конституционного, гражданского, то есть там, где черт ногу сломит. То есть первое условие – у него должна быть проблема. Второе – человек должен осознавать, что у него есть проблема. Потому что если у человека есть эта стратегическая проблема, а он не осознает, он тебе не поверит. И третье – проблема должна быть решаемая. Я не мошенник. Если я вижу, что шансов нет, я говорю, что шансов нет. Поэтому, как вы понимаете, дел, за которые я могу взяться при таких фильтрах, их очень мало. Да, у меня была репутация где-то к 2005 году соответствующая. И, соответственно, Вадим Клейнер, который был на передовой этого дела, он пришел ко мне. Вадим Клейнер – один из самых блестящих экономистов, аналитиков, которую я когда-либо знал. И едет в Лондон, выступает на научной конференции с докладом об эффективности работы Сбербанка. И он делает абсолютно оценочное суждение о том, что с его точки зрения расходы без банка, а тогда ими руководил Алешин был, какая-то была семейная пара, сейчас не вспомнил, но очень обидчивая, что расходы Сбербанка превышают очень существенно расходы аналогичных банков в мире и вряд ли являются эффективными. И там такая табличка, типа там Морган Стэнли, вот, доходы такие, расходы такие, сказал и сказал. Научный доклад, суждение оценочное. Возвращается Клейнер, к нему предъявляется иск о защите чести и достоинства с требованием признать судебным решением недействительным выводы его научного доклада. И тут я охерел. Потому что я себе представил, что если каждую нашу диссертацию, а сейчас к этому уже идет, кстати, начнут судебным решением судьи по требованию прокурора признавать выводы, кого-то может оскорбить сегодня вывод о расширяющейся Вселенной. Это противоречит, например, нормативным указаниям первого раздела Библии. То есть мне это очень понравилось, и я в это дело влез. Браудера еще нет. Не, Браудер есть, Клейнер его сотрудник. Но я просто на тех этапах с Биллом, как я его видел где-то издалека, он там был занят. Тогда, на самом деле, на тот момент, вообще вот все, что происходило в офисе у Билла, оно в целом производило на меня очень такое духоподъемное впечатление. Я такого не видел. То есть огромная комната, куча столов. Посередине этой комнаты в гуще всего этого бедлама сидит Билл, который вообще ни от кого не огражден. Есть одно огражденное помещение переговорное, куда все по очереди ныряют, все остальные куча работают. Я представился, Билл говорит, занимайся этим делом. Что Биллу еще было выгодно, потому что я же занимался на свои собственные деньги, получается, на грантовые. То есть в этом смысле Билл вообще ничем не рисковал, потому что Балл тоже получил юриста, но он еще и получил его на деньги Тассиса. Я какое-то время, года полтора, колупался с этим делом. В конце концов, я его выиграл. Выиграл его на понтах. Я дал отвод всему составу Кассационного арбитражного суда. И в этот момент у них не выдержали нервы. Тогда Билл вдруг на меня посмотрел внимательно и говорит, слушай, ты улучшил мою судебную статистику в России на 100%. У меня было 33 дела, я их все проиграл. Это первое, которое я выиграл. Дальше мы с ним расстались. Года, наверное, полтора. Какое-то время. То есть я не видел. Он вам пришел дальше в 2005 году. Опять, он уже не мог прийти, потому что его не было. Пришли его ребята, говорят, слушайте, у нас такое дело, такой сложный вопрос. Билла в аэропорту завернули, на 5 лет дали бан, но не может въехать. Вот такая ситуация. И я периодически их консультировал. Вы за деньги или так, по дружбе? Конечно, за деньги. За Почему? деньги. То есть это такой принцип, то есть, да, если у человека нет денег, я ему никогда не отказываю, если у него их нет. Но Билл не относился к людям, у которых нет денег. Поэтому я его консультировал на общих основаниях. В июне 2007-го, чуть позже, ко мне приходят его ребята, говорят, слушайте, у нас тут такой поворот сюжет, Владимир Борисович, что вы даже не можете себе представить. У нас обыски, нас всех морды в пол положили, изъяли всю документацию, мы не понимаем вообще, что происходит, никто не говорит, что. Я говорю, ребята, это же не ко мне. Давайте на секундочку остановимся. Вы можете очень простыми словами объяснить, в чем суть конфликта государства Российская Федерация и компании Hermitage Capital? Билл построил свою карьеру и бизнес на том, что он покупал акции российских государственных преимущественно компаний
у которых, как он считал, есть большой потенциал, но этот большой потенциал не используется в связи с тем, что там колоссальная корпоративная коррупция. Став акционером этих компаний, он, набрав в команду одних из лучших на тот момент в стране экономистов-аналитиков, проводил, по сути, экономические расследования. То есть, чтобы вы понимали, то, что делал Алексей Навальный, он учился делать у Билла, и он реально никогда этого не скрывал. То есть, он приезжал, и ему рассказывали это, собственно говоря, он скосплеил. Вот все, что называется корпоративными такими расследованиями, этим занимался Билл. А ему это зачем было? А вот Билл этим занимался не для политики, а потому что, когда он эти компании начинал раскручивать, соответственно, эффективность управления повышалась, деньги, которые уходили налево, оставались в компании, капитализация компании росла, купленные им акции по одной цене, соответственно, вырастали, и таким образом он боролся за рост пакета своих акций в стоимости. Немного сложная схема, чтобы разбогатеть. Абсолютно нормально. Люди видели в нем как бы вот этого западного представителя. Люди почему боялись складывать деньги в Россию? Потому что они понимали, что их обдурят на каждом углу. Дальше они видят, что есть человек, который руководит фондом, который не боится, как говорится, встрять поперек и бороться с коррупцией. Они понимают, что если они эти деньги дадут ему, то эти деньги будут защищены. Второе, к нему шли инвесторы. То есть, вот когда мы вообще говорим «деньги Билла», нету дела. Денег никаких Билла нет и нету. Билл – это менеджер, который руководит пакетом денег, которые принадлежат десяткам и сотням других людей, которые ему эти деньги дают в управление. Почему доверенные ему в управление деньги он решил вкладывать в Россию? Он так любил Россию или ему казалось, что это выгодный рынок? Это был самый выгодный рынок на тот момент. Все крупные состояния делаются во время революции. То есть Россия 2005-2007 года – это Клондайк. Окей. Дальше. Нет, она была Клондайком в 90-е годы. В 2005 и 2007 как раз наступило время стрич-купона. Понимаете? Именно поэтому все и обострилось. А в 2005-2007 оно стало расти. Поэтому у Билла не было такой крупной госкорпорации, у которой на Билла не было зуба. Он им мешал втихую воровать деньги. Да, у самих себя. Тут произошла такая ситуация, в которой Билл не смог сориентироваться. Когда Путин приходит к власти, у него возникает потребность вычистить всех предыдущих бенефициаров скрытых этих госкомпаний и расставить туда своих людей. А как это сделать? Надо их прижать. И тут выясняется, что есть Билл, который давно бьется с государством, у которого, говорит, все ходы записаны. Билла вызывают в администрацию президента. Говорят, слушай, ты классный мужик. Такого, как ты, мы только и ждали. Давай сейчас вот разберемся там с РАО ЕС, давай сейчас разберемся с «Газпромом». И у Билла возникла на какой-то момент иллюзия, что вот они наступили-то, наконец, те времена, когда в России пришло правительство, которое хочет разобраться реально с коррупцией. Они ими воспользовались, ему это было приятно, просили разъяснений, он их разъяснял. Потом дальше туда приходят люди Путина. Только они забыли, что Билл – это отвязанная пушка. Она стреляет не туда, куда надо, а куда хочет. А он продолжает бороться с коррупцией. Ему какая разница, это был Векерев или это стал Миллер? Он начал долбить по Миллеру точно так же, как он до этого долбил по Векереву. И вот тут в администрации президента произошел когнитивный диссонанс. Конфликт в том, что Билл перестал быть полезен, а стал деструктивен, потому что если с 2003 по 2005 он критиковал людей, которых они хотели снять, то теперь он стал критиковать людей, которых они уже поставили своих. И в этой ситуации ему раз намекнули, два намекнули, а третий пошла команда выдавить его из страны. А выдавить его из страны как? Его-то можно выдавить, но у него же там вот эти вот пакеты акций, которыми он управляет. Тогда было принято решение, что эти пакеты акций нужно конфисковать. Ну, это классика, уже дело ЮКОСа уже прошло к этому моменту. Но тут они тоже, понимаете, все знают о дедушке Билла, о том, что он один из основателей коммунистической партии. Мало кто знает о папе и дяде Билла. А проблема в том, что папа и дядя Билла последовательно по десятилетию руководили математическим обществом США, а та теорема Браудера, которая учится во всех экономических университетах, это теорема имени папы Браудера.
и они оба являются создателями нового сегмента дифференциальных исчислений, это как бы люди, которые очень быстро считают. Поэтому в тот момент, когда они решили все отжать, Билл умудрился основные пакеты всех акций успеть продать. И когда эта команда по захвату пришла, она обнаружила абсолютно пустые компании, средства, потому что все было продано. То есть Билл в этой части, он активы своих клиентов спас. Но команда, которую наняли для этого всего дела, она занималась параллельно другим бизнесом. Она на возвратах налогов наполняла то, что тогда называли бассейном, то есть черную кассу. И я, кстати, этого не знал. Я этого не знал, и это меня подвело. Представьте мое изумление. Наступает какой-то момент, приходят ко мне ребята, там прошло еще там, это уголовное дело, там ни шатка, ни валка идет. Я, когда они пришли, спросил, вы что ко мне пришли? Вот я ничего не понимаю в уголовных делах. Так говорит, мы там были. Ну, во-первых, все отказались почти. Во-вторых, у нас 14 адвокатов. Говорю, я зачем нужен? А Билл считает, что у вас стратегическое мышление, нам каждый адвокат говорит что-то свое. Нам нужен один человек, который вот ничего не будет делать, но которому мы просто будем рассказывать, что происходит, а он нам будет объяснять, что бы это значило. Вот и все. И они стали приходить ко мне и пытаться рассказать мне, что происходит. Я сидел и думал, что бы это могло значить. И чем больше я думал, тем больше я понимал, что я ничего совершенно не понимаю. Потому что были украдены 3 компании. Прекрасно. В этих компаниях сменили реальных директоров на каких-то неизвестных лиц с криминальным прошлым. Прекрасно. У кого были украдены? У Билла. Там провели фальшивое собрание учредителей. На этих фальшивых собраниях учредителей сняли билловских директоров, поставили новых директоров. Это люди все оказались отседанты, назовем это так. Эти отседанты тут же поменяли адрес компании и открыли новые счета в своем банке. Дальше. У этих компаний на счету приблизительно суммарно $1030. Чтобы провести эту операцию, мы же понимаем по понятиям, нужно затратить сотню. У этих компаний ничего нету. Акции все они продали. Для чего? И только в какой-то момент прошла информация, когда эти акции продавали, компания заплатила гигантские налоги на $230 миллионов. Оказывается, наше законодательство предусматривало, что если ты в течение года обнаружил, что ты переплатил налоги, представил в налоговые документы о том, что произошла ошибка, то ты можешь эти деньги вернуть. Соответственно, люди смогли подделать документы о финансово-хозяйственной деятельности за несколько лет. Пришли в налоговую инспекцию. Сказали, что они обсчитались на $230 миллионов. Налоговая инспекция эти документы приняли, проверили в течение месяца, не нашли никаких ошибок. После этого компания написала заявление о возврате налогов и утром следующего дня получила из казначейства 230 миллионов без задержки на свой новый открытый счет. Кто эти люди? До конца мы это не знаем. Во-вторых, поймите, вы сейчас выходите в ту степень градацию вопроса, который вас предупреждал. Есть такое понятие NDA, Non-Disclosure Agreement. Я все-таки действовал как адвокат в этом деле. Я бы не хотел вдаваться в подробности. Они аффилированы с властью, с бизнесом или со спецслужбами? На тот момент, когда мы это расследовали, мы были уверены, что это жулики третьей руки. И в этом была главная ошибка, не только Билла, но и всей команды. Представьте себе, человек купил участочек где-то там, в Ясенево, да? Разводит там огород, копает, смотрит, какая-то веревка в земле. Берет лопатой и бьет. Это, оказывается, кабель высокого напряжения между центром внешней разведки в Ясенево и Генштабом. Его долбануло. В этом смысле, да. Это думали, что это веревочка, а это оказался кабель под 1000 вольт. Какую роль в этом расследовании, в этом деле играл Сергей Магнитский? Реально, что бы там ни говорили, он был юристом в поле. То, что называется frontline lawyer. То есть он подавал заявления, он делал запросы, он писал документы. То есть он фактически выполнял роль такого, знаете, как говорится, редут. Передовой. То есть он не был мозговым центром или каким-то важным? Это поймите, все эти решения, которые я вам рассказываю, мне как адвокату давались в готовом виде.
Значит, они кем-то обмозговывались, там какие-то вещи там, по налогам. Кто-то же принял решение, что это налоги, это же не я догадался. Он работал непосредственно с белыми ребятами, поэтому я его не знал. Я видел Сергея Магнитского один раз в жизни, наверное, полчаса в гостинице «Славянской» на каком-то раннем этапе, когда еще вот не было этой всей катавасии, а когда только вот прошли обыски, надо было понять, в чем их причина. И там изъяли огромное количество документов компании, где он был ответственным лицом. Я попросил, чтобы мне представили человека, который вел этими компаниями, чтобы он мне сказал, в чем базар, простите, речь. Вот мы с ним встретились на полчаса. Там он мне представил свое видение этого дела. Какое он у вас произвел впечатление? Миллениала. Ключевая разница между мной и им была в том, что за мной был бэкграунд человека, который хорошо помнит, что такое 1937 год, вообще откуда эта страна выросла, что у нее есть загашники, и который знает, что бьют не по паспорту, а по морде. Он был из этого поколения, которое поверило в то, что Россия европейская страна. Он был вот в этом смысле идеалистом, который считал, что если формально правовая сторона соблюдена, то беспокоиться не о чем. В итоге Магнитский был арестован и замучен в СИЗО, и там погиб. Получается, что он погиб в каком-то смысле за принципиальность Браудера. Смотрите, в той степени, в которой Сергею можно было передавать сигналы, а это было очень сложно делать, поскольку его адвокаты заняли очень жесткую позицию, они не хотели вообще с Браудером общаться, и с этой командой они считали, что как бы эта связь дискредитирует, у них было свое стратегическое видение этого дела, они считали, что они договорятся. Они договорятся со следствием? Да. Моя оценка была прямо противоположной, чем оценка Харитонова. Я считал, что дело недоговорное. Все сигналы сводились к тому, что любую возможность взять любую вину на себя и сохранить жизнь, ее надо Сергею было использовать. Все возможности с этим государством договориться по понятиям, без понятий были также испробованы. Но, к сожалению, оправдался мой прогноз, что дело недоговорное. И я бы сказал, что Сергей оказался абсолютно уникальным человеком. Сразу скажу, что я никогда бы ни на что подобное не пошел. Ну и поэтому я и не остался в России, даже при намеках на возможность такого развития событий. Но он занял вот эту вот принципиальную позицию. Он на каком-то этапе стал, вместо того, чтобы искать точки компромисса, их обличать, прямо сидеть там в тюрьме, бросать обвинения в лицо. Но это же героизм? Это героизм. Или то есть, опять, нет, знаете, с таким успехом я могу сказать, что любой героизм – это безрассудство. Знаете, вы что? Ну, не любое безрассудство – героизм. Да. Но в данном случае был и героизм, и безрассудство одновременно. То есть вы считаете, что если бы он пошел на сговор со следствием, я так не считаю. Я так не считаю. Я считаю, что он был обречен. Я считаю, что они его арестовали для того, чтобы убить. То есть они попали в ловушку. Они это кто? Исполнители этого преступления, они попали в ловушку. Браудер слишком глубоко расследовал это дело, его уже было невозможно замять. И оно стало слишком публичным. И поэтому надо было, с моей точки зрения, искать решение. Или брать на себя, или искать кого-то, на кого-то можно было повесить. Они решили, что им удобнее всего это повесить на самого Сергея Магнитского. А они – это вот люди, которые провернули эти операции? Облако людей, которых… Мне самому было бы интересно узнать, кто там бенефициар, но мы толком до конца этого не знаем. Браудер и люди, которые на него работали, могли бы спасти Магнитского? Все возможности пойти на уступки, в том числе и денежные, в том числе и переговорные, были испробованы. Переговорщиком с той стороны был бывший генпрокурор России Юрий Скуратов. Это ничем не кончилось. Магнитский умер в силу сердечной недостаточности, то есть естественных причин? Я в это не верю. Я в это не верите? Остался честный врач скорой помощи, который прибыл, он оставил достаточно честные показания. Самое для меня подозрительное – это полиэтиленовый пакет, который… Врач просто отметил в своем протоколе, что там лежал полиэтиленовый пакет. В камере? В этом отделении пересыльной. Я в это не очень верю, честно говоря, что он умер от естественных причин. Больше я сказать не могу, никто ничего не знает. Боюсь, что никто уже ничего не узнает. Почему, если вы не были впрямую ни адвокатом Магнитского, ни адвокатом Браудера, почему вы… Кого это интересовало?
То есть они действовали, разумно с их стороны, они оказывали общий прессинг на Браудера, им нужны были заложники. То есть, строго говоря, уезжает не Харитонов, а вы? Харитонов появился адвокатом уже позже, он тогда не был. Адвокатом был Эдуард Харидинов, реально. Было еще очень много адвокатов из американской конторы Файерстон Данкен. Слушайте, у меня все прослушивалось. Они прекрасно понимали мою роль как человека, который думает. Я думаю, что было решение взять кого-то. Соответственно, мы каждый очень сложно и очень по-своему принимали решение об отъезде. Какая-то часть приняла это решение об отъезде, а Сергей отказался. Как вы приняли свое решение об отъезде? У вас было 2 повестки, да, на этот момент? Вызова к следователю? Меня напрягло то, что повестка была на выходные дни в Казани. Как-то это было довольно странно. Я в Москве делаю формально никакого отношения, и меня вызывают на допрос в Казань. Но был Эдуард Харидинов, один из опытнейших адвокатов в Москве. Эдик подъехал, я вышел к нему, мы там на Комсомольском проспекте прохаживаемся. Я говорю: Эдуард, ты можешь мне объяснить, почему меня вызывают в субботу в Казань? Он говорит: это легко, потому что пока вас до понедельника изобьют, и вы сможете дозвониться своим друзьям, чтобы сказать, что вам плохо, то как раз у них будет 2 суток, чтобы с вами поработать. Подождите, но вообще-то, насколько я знаю, по Уголовному кодексу нельзя допрашивать адвоката по делу, в котором он адвокат. Забудьте. На нашем деле это все стало отменяться. В общем, это было, господи, такая, знаете, взбередили воспоминания в душе. У меня работа такая. Было очень сложно принять решение, потому что я не понимал, что я могу делать за границей. То есть вы об этом думали, а не о страхе? Да, конечно. В основном, что меня заботило, это каким образом и за что я буду кормить семью и обучать ребенка. У меня-то нет ни имени, ни профессии. Язык средний. Мои накопления, если можно говорить, они исчислялись парой десятков тысяч долларов. За 2-3 месяца это все рассасывается. Это раз. Второе, ты тут всю жизнь строил какую-то свою маленькую империю. По одной доске, сначала из хибары, знаете, только идиоты могут это делать, но я был именно идиотом. То есть я не строил новое, а у меня появлялись деньги, и я там достраивал. У меня такой был какой-то теремок. Мне это очень нравилось, очень красиво выглядело. Мне казалось, я вырасту, я буду старым, буду сидеть, смотреть на деревья, тут будет собираться большая русская семья. Вам 45. Сыну 15, и вам нужно принять решение о том, что вы... Мы все строим маленькие империи, понимаете? И ты тоже строишь маленькую империю в своей жизни, в которой эти люди тебя уважают, у тебя есть клиенты. Я отказался от некоторых предложений, которые могли бы сделать меня в тот момент, может быть, богатым и счастливым, но потом сильно и долго страдать, как теперь показала эпоха Путина. А я не стал богатым и счастливым, но я создал фонд имени самого себя. То есть я днем бегал с высунутым языком и зарабатывал свой адвокатский хлеб. Но ночь была моя. Я мог провести ее во сне, я мог заниматься коллекционированием марок, я мог пить. Но я предпочитал продолжать делать то, что, в общем, я считал для себя важным. Я продолжал читать и писать статьи. Была нормальная академическая жизнь. Я читал лекции, у меня был консалтинг свой политический. Но люди, которые знали меня с этой стороны, они не догадывались о том, что я адвокат. А люди, которые знали меня как адвоката, никогда не читали моих статей. На самом деле, ваша передача – это первая, где, наверное, за всю мою жизнь эти 2 образа наконец совмещаются. Потому что я никогда не говорю о философии с теми, где я зарабатываю деньги, и никогда не зарабатываю деньги на тех, с кем я говорю о философии. Поэтому это мой выбор. Обратная сторона этого выбора – это огромное потрясение для здоровья, потому что любой организм, конечно, снашивается. А я проживаю, условно говоря, когда-то 2, а сейчас, наверное, 3-4 жизни, просто параллельно. То есть я так сформировался. То есть у меня был источник заработка, одна совершенно жизнь, совершенно своими приоритетами, профессиональными навыками, своими установками. Дальше я выключал свет – и погружался в мир своих мечтаний. Это. И я понимал, кому я там нужен? Кому нужны эти мои писания? Как я это буду все делать? Рушится этот мир. И я не мог принять это решение. Это второй мотив. А третье, это такой смешной момент. Я же привык побеждать. Я до этого ни одного дела не проиграл. Я их мало вел, но я ни разу не проиграл.
Вот этот момент был самый сложный. Это воспринималось как сдача позиции. Почему я в своей стране, абсолютно в своем праве, в деле, в котором я убежден в том, что оно справедливое и честное, где я на стороне жертвы. Почему я должен здесь сейчас сдать позицию и бежать? Такой очень мужской вопрос. И вот это была иллюзия, что можешь разобраться. Понимаете? А я не понимал всех деталей дела, потому что все детали, они были в Лондоне у Билла. Я же сидел на отрыве, меня все прослушали. То есть я всей картины, я до отъезда ее не видел. И дальше, то есть люди, все, которые уже уехали, клиент сидит в Лондоне, они понимают, что я и Эдуард, мы кандидаты на заложников, что за нами охота. А мы этого внутри сидим, мы этого не понимаем. Это был такой когнитивный диссонанс, что к этому... Вы говорите, было ли страшно? Ну, сказать, какое-то было чувство брезгливости, чувство юмора, потому что я и обыск. Ну, это вообще это смешно. Ну, мы говорим о 24 году, когда обыск, кажется, может быть у каждого. Да, но тогда это так не было. Вот это был третий мотив, что вот как бы не хотелось сдавать позицию. Ну, в конечном счете, да, коллективными усилиями Запада они меня заломали. И, ну, да, вот принято было решение, наверное, оно было принято в какой-то один момент, вот как, знаете, как вот песочные часы перевернулись, я понял, что да. Я сказал Юле, что возвращайся домой, у нас события. Вот пошла другая жизнь. Когда в 13 лет вот случилось то, что вы попали в больницу, и стало понятно, что зрение стремительно падает, у вас с отцом был разговор про это? Нет, слушайте, я вырос с незрячим человеком с рождения. Я где-то в 2 года уже понял, что отец не видит, и в 2 года я его водил сам. То есть мне ничего не надо было рассказывать. Как бы, когда я увидел там всю эту картину... А это что за картина? Появляются пятна, там же кровоизлияние происходит, то есть ты их видишь все. Ну, я родителям сказал, ну, что, они сразу поняли, в этом смысле люди опытные. Ну, поехали к врачу, ну, поставили диагноз. Я человек, который выжил благодаря медицине. Потому что положение было намного хуже, чем у отца в 60-м году. Но тогда отцу ничем не смогли помочь. А вот прошло, условно говоря, 15 лет, и уже вот бог нашей семьи, профессор Пивоваров в Москве, бог, которому тогда было 33 года. Это очень смешно, да? Сейчас вот мы живем тут рядом. На этом возрасте мы уже как бы сравниваемся, да? А тогда вот мне 13, ему 33 года. Родители поехали в Киеве, никто не брался. И кто-то, кто был на стажировке в Москве, сказал, знаете, вот в Москве есть Бог, прорывайтесь к нему. То есть, если кто-то сделает, то только он. А я это время все лежал. А я лежал. А вы лежите как? То есть вы просто лежите или у вас какая-то повязка на глазах? Просто нельзя шевелить глазом. Каждое шевеление это приводит к тому, что ситуация ухудшается. Я лежу, и я очень хорошо помню, собственно говоря, основной мыслительный процесс. То есть меня положили в родительскую спальню, ну, сразу такой апгрейд, так сказать, условий. Так-то я в проходной комнате на такте спал. Основная была мысль, ну почему вот как бы, ну все так было хорошо, почему мне? И вдруг я себе говорю, слушай, а почему не тебе? Вот. Я очень запомнил фразу, потому что родился ли ты с татуировкой на лбу, ты должен быть счастливым. Татуировки нету. Соответственно, вопрос о том, почему мне, он нерелевантен. Но это был такой важный рубеж, потому что там из этого было 2 пути. Либо ты просто тонешь в вот этом море жалости к себе, или ты это отрезаешь, ну, тебе все равно себя жалко, но как бы ты себе это запрещаешь. И ты как бы пытаешься с этим жить. Ну да, это случилось, ну что, боремся. Мы полетели в Москву. Это был первый раз, когда я в жизни летел самолетом. Прилетели, попали в нормальную совковую ситуацию. Вылечить меня могут только в одном из этих вот флагманских НИИ. В этих флагманских НИИ не принимают детей.
А там, где принимают детей, там мне никто не может помочь. А что такое был Пивоваров в то время? Это человек, у которого Бог находится в пальцах. Это все чувствуют, понимаете? Люди же, пациенты же, они же, знаете, все с очень остро развитым нюхом. Все прекрасно знают, у кого зарезанные со стола уходят, а у кого прозревшие. Он меня посмотрел, вышел, говорит, смотрите, я, говорит, в этой системе административно 0. Если вы его положите, я берусь это сделать. А как положить? Институт, в нем очередь со всего Союза на 4 года вперед. Стандартная ситуация. Сидит в коридоре мой отец. И вдруг говорит: Люба, там человек у телефона, подведи меня к нему. А там это телефон 2 копейки. Мама подводит папу к мужчине, который звонит в телефон-автомат. А папа подходит и говорит: коллега, здравствуйте, мне хоть надо с вами посоветоваться. Я адвокат из Киева. Тут так, пауза такая, говорит: как вы поняли, что я адвокат? Говорит, понял, микст. Знаете, что такое микст? Нет. Максимальное использование клиента сверхтакса. Но потому что в адвокатуре все было зарегулировано. Консультация рубль, сложная консультация 3. Дело 15, очень сложное дело 20 рублей. Все остальное как шло? Как все в России, матери нашей, конвертом сверх того, сверхтаксы. То есть, соответственно, хороший клиент – это тот, которого максимально можно использовать сверхтаксы. Он по телефону говорит: я, говорит, наконец сюда попал, но, естественно, микст. Папа мгновенно реагирует. Гениально. Ну и дальше как бы изучали с помощью коллег, как можно оказаться в этом институте. Очень часто, когда в таком юном возрасте человек оказывается лишен искушений разного рода, это приводит к очень интересным и необычным мыслительным способностям. Ну, как с Комой Ивановым, да? Который был несколько лет парализован и лежал в больнице и стал великим мыслителем. Слушайте, у меня такое впечатление, что искушений, наоборот, становится гораздо больше. Например? Ну, вот это все, что угодно, становится искушением. Просто пробежаться по улице, а не пройти тихий темп, это искушение. Вот вы помните зиму 1978 года в Москве? Я извиняюсь, но нет. Да, а я вам могу сказать, это была дико холодная зима. Под Новый год было где-то минус 30, жуткий снег, все прочее. А меня второй раз там уже на другом глазу Пивоваров прооперировал, и я там в декабре лежал. Жили там у знакомых, с которыми же познакомились еще первый раз в этой же больнице. Дом смотрел окнами на театр «Современник». Все уже там меня вывесили. Значит, надо ехать в Киев. Мне страшно хочется, естественно, хочется в школу эту попасть хотя бы на новогодний вечер. Я же пропустил очередные 1,5 месяца. Значит, холодина дикая, скользко. А я так 2 недели после операции, поэтому все вот видно только вот так вот мутно-розовое, потому что так очертания, потому что не рассосалось. Мама собирает вещи, и я не знаю, как ей голову заморочил. Я говорю: я пойду чуть пройдусь. Я выхожу. И начинаю там тихонько через вот этот проход мимо рыбного магазина на Покровку, потом в сторону Книжного. И в какой-то момент я понимаю, что я иду абсолютно скользко и в чужой город. Я оказываюсь где-то в районе площади Дзержинского. Как точно попасть обратно, я не знаю. Ну, в общем, такой квест был очень мощный. Но ничего, дошел по Чистопрудному, потом от Грибоедова до Современника. Авантюризма и искушений там на каждом углу. Мне это тяжелее давалось, поэтому я, наоборот, тратил больше времени на искушение, чем среднестатистический человек. Как любит говорить Ходорковский, говорит, эта статья занимает 30 человека-часов. Чтобы добиться какого-то успеха у девушки, там кому-то нужно на 1,5 человека-часа, там, пришел, увидел, победил, а кому-то надо постараться. А вы какой? Я готов затрачивать человека-часы. Я как Молотов, каменная жопа. Я умею сидеть и добиваться своего. Родителям там в какой-то момент нужно было сделать очень серьезный выбор, когда я заболел. Или зарабатывать много. Что такое адвокатская работа? Каков пов, такой приход. Понимаете, поповская работа. То есть ты сколько вертишься, столько зарабатываешь. Мы были нормальной, абсолютно советским средним классом.
стоит. Может быть, чуть-чуть более верхней его там половине. Разница еще, что отец один работал, мама-то с ним была. Поэтому, ну, там где-то 250, наверное, на семью 300 было. Поэтому мы неплохо жили, но ничего особенного. Но у меня всегда были неразменные 3 рубля. Рубль я проедал, на 2 рубля я покупал книг. Утром 3 рубля восстанавливались, да, условно говоря. А когда я повзрослел, где-то на 1-м году аспирантуры, ну, у меня появились более сложные потребности, я с умным видом пришел к родителям и сказал, что я бы хотел оставлять стипендию себе. Родители изумились и тут же согласились. Эксперимент продлился 1,5 месяца. Я пришел, сказал, что я возвращаю стипендию и перехожу к тумбочке. А потом, да, я переехал, женившись на Юле, в Москву. И То есть это был социальный лифт для вас? Да так не ощущалось. Во-первых, рабочий план был жить в Киеве, и она с удовольствием готова была туда приехать. Но с Киевом была такая проблема. У меня были довольно сложные отношения на кафедре. Ну, не было некоторое такое отчуждение между мной и всеми остальными. Взгляды у меня были для Киева чересчур вольнодумские. А для Москвы нет? А для Москвы нет, да. Ну и так получилось, что я очень рано попал в московскую научную среду. СССР – это же такой большой пионерлагерь. В пионерлагере есть свои ШИЗО, и очень печально, если туда попадешь. А есть комнаты смеха, куча развлекаловок, понимаете. Там была такая развлекуха, как вот эти постоянные соревнования. Конкурс студенческих работ Академии наук, олимпиада там, юристов, понимаете. Уже смешно. И так получилось, что это обычно такая была столичная развлекуха для Москвы и Питера. Они делили всегда вот эти медали между собой. Это, как, знаете, «Зенит» и «Спартак». Ну, иногда набегала «Динамо Киев». Вот это вот случилось со мной. Я сначала выиграл Олимпиаду в Киеве, потом я выиграл Олимпиаду в Харькове, потому что там был главный юридический центр. Потом выяснилось, что я возглавляю команду юристов Украины. Это было очень смешно, потому что команда юристов состояла из таких состоявшихся мужиков и женщин в возрасте в районе 35 лет. А к тому моменту мне едва исполнилось 20. Я приехал в Харьков, там 2 недели. Там все как у спортсменов. Были сборы, тренировались, там, изучали. Там. Это такие, как многоборье. Уголовное право, гражданское право, конституционное право. В конце концов, самолетом из Харькова мы летим в Свердловск, где был центр тогда вообще юридической мысли. И там в общаге селят где-то 150 человек, этих юридических гениев, собранных со всей страны. Ну и селят всех, конечно, вперемешку. Мы посовещались, и мы заявили, что мы будем жить отдельной комнатой. Почему отдельная комната? Ну как же, это же борьба. Наши секреты узнают другие. И мы заселяемся единственной смешанной женско-мужской комнатой в общежитии Свердловского института. И она называется «Независимая территория Украины». 3 львовян, 2 харьковчан и я один такой, который сын полка. Потрясающая атмосфера. Девчонки, во-первых, устроили тут же постирушку, перестирали все белье, все перемыли, наготовили борща. И там все ходят, все такие гордые, и все рассказывают о том, как они уже победили. Когда золотую медаль объявляли, я даже не понял, что произошло. А мне не видно было. Я сижу тихо, живу в этой украинской коммуне. Меня никто не знает. Все пьют, я не пью. Все гуляют, я не гуляю. Все, как павианы, распушают хвосты перед девушками. Но я как-то не чувствую себя конкурентоспособным. Сижу тихо. Кто это? После этого момента я разнакомился со всей вот командой ребят из Москвы. Очень талантливая была команда. Все сделали блестящие карьеры, великолепные потом. Слушай, там были ребята, ну, все-таки разница чувствовалась. Я стал ездить в Москву, и я там себя прекрасно чувствую. Я в Киеве все время двигался чуть-чуть быстрее, чем средний киевлянин. И это возникал дискомфорт. Потому что Киев – это вот такое место, где вот все нужно делать с некоторым таким замедлением. Южный город с ощущением вот этой сладости жизни. Вот ты можешь выйти из дома,
и у тебя есть план зайти в библиотеку, сдать вещи в химчистку, параллельно ты выпьешь кавку с тем-то, ты прошвырнешься по Крещатику. А когда попадал в Москву, я попадал в свой темп. Мне вот это очень, мне нравится эта игра. То есть мы жили там в Очаково, меня 698-й, значит, он ходит так, и я выскакиваю на Юго-Западной. Мне надо, значит, соответственно, на библиотеке Ленина, там что-то пересадка. То есть я должен третий вагон, вторая дверь сзади, потому что тогда я сразу попадаю на лестницу. Это важно. А говор был? Никогда. Вот это удивляет мою жену, потому что она знает всех моих одноклассников, всех людей, которые, ну, весь мой круг в Киеве, и она пытается понять, почему у меня этого не было. Но у меня же русская семья. Ну, вы в каком-то из интервью рассказывали, что ваша мама до 7 лет только Да, но по-украински она потом говорила. ее дедушка переучил. Она жила в Черникове у бабки, а там, ну, мамы не было. Соответственно, кто воспитывал? Нянечки воспитывали. А кто нянечки? Нянечки все украинки. Мы с ней об этом говорили позавчера. Она опять говорит, слушай, вот удивительно, говорит, мне русский язык казался совершенно диким каким-то. Когда дедушка наконец ее забрал, года 2 она его не видела, он вез ее в Киев, и она говорит, ой, глады, стоги наче хатки стоять. А он говорит, надо говорить, стоят как будто домики. И вот она вот это вот как будто домики, ей казалось, что это как такой вычурный, совершенно страшный язык. Но потом вот все переучилась, потом детдом. Универсальная лингвистическая школа. Очень многие киевляне до 22 года не знали украинского языка. Ну и, в общем, это не было проблемой. Я не представляю, кстати. как это возможно. Я не представляю, как это возможно. Я учился в русской школе имени Александра Сергеевича Пушкина. Вот там все равно украинский язык преподавался 2 раза в неделю, украинская литература. То есть это в любом случае, ты хочешь, не хочешь, ты это воспринимаешь. Но это не главное. Но ты же живешь в этой атмосфере. Но работает радио, работает телевизор, ты ходишь на рынок, публика смешанная. В школе, кстати, было недюже, потому что у нас преподавательница украинского в 4 классе, когда я туда пришел, а преподавательница была из Львова. Это как юриспруденция. Бывают разные стандарты требований. Тетрадки я приносил домой, они выглядели так. То есть вот тетрадь, и она с верхнего левого до нижнего крайнего такой красной ручкой написано «Русизм», «Русизм», «Русизм». Мама открывала. Так, «Русизм». Будем писать диктанты. Вот с точки зрения восприятия на слух, если я не сосредоточусь, я не вижу разницы. Люди говорят по-украински, я это воспринимаю. То есть, если мне обратить мое внимание, что они говорят по-украински, я скажу, да, по-украински, да, но мне это все равно. Нет необходимости внутреннего перевода. Это вот, вы понимаете, о чем речь. То есть, я как бы воспринимаю язык не через перевод, а напрямую. Поэтому в этом проблемы не было. Но перспектива, конечно, читать лекцию вот по праву, ну, что предполагалось, если бы я остался на украинском, это, конечно, уже меня бы ограничивало. А в Москве я приехал, а кто-то из ребят говорит, а что ты тут делаешь? Ты вроде как бы тут вписан в среду. А это был очень замечательный человек, там Андрей Кутейников, он тогда работал в отделе Кокошева в суде США и Канады. Он говорит, слушай, тебе надо перетаскивать. У нас есть, говорит, мужик один знакомый, он в президиуме Академии наук работает, мамин друг. Тебя надо с ним познакомить, говорит, Боречка Коваль, он говорит, классный мужик. Я говорю, знакомь. Это который был потом директором Института Латинской Америки. Да, совершенно верно. Дальше какая-то школа в Звенигороде, где пересекаемся. Вот это стандартный вопрос. Это вот эти вот школы молодых политологов, которые тогда произрастали. Шахназаровская, да. Шахназаровская? Ну, потому что тогда это все делал Шахназаров старший. Все этого кинематографиста помнят. У него был папа, заведующий сектором ЦК КПСС и, по сути, главный куратор Георгий Шахназаров. И он протащил вот эту идею, это же была буржуазная наука, политология. У нас, какая политология? У нас научный коммунизм есть. И это уже была фронта такая. И я в нее попал, да, попал благодаря вот этим ребятам, с которыми познакомился на Олимпиаде. И там была тусовка, там были все со всего Союза, были ребята, которые делали потом революцию в Баку. Потом их там всех пересажали, они стали диссидентами. Такие сумрачные, невероятно умные люди, только пили очень много. Ну, так много, что просто я не верил, что так
Я многое видел, у нас староста тоже афганец был, будущий прокурор Украины, там было совсем жесть. Подождите, примерно оттуда растут корни вот этой вот группы политологов при бывшем руководителе МИДа Бессмертных. Такая группа Бессмертных да, конечно, была, да? Оно пустило там корни, Бессмертных немного из другого. Но, хотя, в принципе, да. Там были молодые, по-настоящему ребята, вот, немного друг друга. Но там была богиня политических наук того времени, звали его Нина Беляева. Это была такая фурия, она же бестия, она же сгусток такой энергии, который пролетает мимо, все сгорело, но даже не понял, что это зажгло, потому что она уже улетела в другое место. И она была знакома с Глебом Павловским. Там был Сергей Чернышов, человек, которого мало знают, но который для этой тусовки играл большую гораздо роль, чем Глеб Павловский, как вот именно такое организационное ядро. И я оказался тогда в другой уже тусовке интерцентра Заславская и Шанина. И вообще Заславская сыграла такую довольно серьезную роль, и Шанин в моем становлении. И вот там от уже интерцентра, от Шанинки, вот пошел куст через Павловского, через Чернышова. Вот там мне открылся мир иного. Я сейчас не шучу. Это был такой проект, который незаслуженно забыт. А он очень интересен будет для историка времени. Тогда Сергей Чернышов, Глеб Павловский, опираясь на помощь Заславской и Шанина, решили собрать воедино все, что можно было назвать диссидентским мышлением начала 90-х, конца 80-х. Это были все те, чьи взгляды не вписывались вот в этот вот либерально-демократический Горбачевско-Ельцинский нарратив. Как вы объединили лихо Горбачевско-Ельцинский нарратив? В тот момент, да. Это мне кажется, что есть Горбачевский нарратив, есть Ельцинский нарратив. Нет, он один. Он как бы предполагает видение России процветающей, демократической, просто очень большой Швейцарии. Скорее, там объединились все те, кто сильно сомневался, вот не сейчас, а тогда, в 1989 году, что этот проект жизнеспособен. А таких было много. Они были миноритариями, голос которых никто не слышал. Если сформулировать сомнения, в чем они состояли? В том, что культура имеет приоритетное значение перед политикой, и что те или иные политические проекты развиваются в рамках определенных коридоров, которые задаются культурой. Таким образом, для того, чтобы реализовать по-настоящему европейский проект в России, необходимо пережить транзитный период трансформации русской культуры в сторону той самой реформации, которой в России никогда не было. Таким образом, прямолинейного вот этого транзита демократического, о котором все мечтали, в теории быть не могло. Потому что было очевидно, что это проект, обреченный на провал, что мы затратим гигантское количество усилий для того, чтобы оказаться в конечном счете в новом тоталитарном тупике. А выскочить из этой ловушки можно было только если придержать коней. То есть сказать себе, что мы должны искусственно ограничить скорость движения и пойти на комплекс очень тяжелых компромиссов, но таким образом выиграть время для культурной трансформации общества, чтобы сначала создать почву, а потом уже туда засевать семена. И это, конечно, как всегда, диалектический процесс, потому что можно так затормозить, что и никуда не двинуться. Общество было на самом деле в стадии романтического экстаза. То есть никто не хотел обращать внимание на то, что вся эта буря, она в стакане воды, который сам плавает в большой ванне, и эта ванна заполнена вязкой жидкостью, и от нее дурно пахнет. Минуточку. Вот вы говорите, что есть вот это направление, которое отмежевалось, скажем так, от группы Бессмертных в сторону Заславской и Шанина. Нет, смотрите, там было много разных проектов. Были люди, которым я никогда не принадлежал, но которые были умные, которые выходили из старой советской московской элиты и относились к очень, с моей точки зрения, вот этому сложному полю
между интеллигенцией, прогрессистскими кругами в партии и спецслужбами. Назовем это так. Это вот как раз Бессмертных, Это Щедровицкий. да, И там же появляется впервые Белоусов, который нынешний министр обороны России. Да, там Белоусов, там Кургинян. То есть эти люди не глупые, но с моей точки зрения там в значительной степени это были проекты позднего Горбачевского ЦК и позднего Крючковского КГБ. Размежевание политологических школ и, в общем, идеологических школ на методологов-технократов и на тех, кто считал, что сперва нужно работать с обществом и с культурой, а Тогда потом его не было. Это сейчас понятно. Тогда был котел. И очень быстро стало понятно, что в этом котле есть какая-то доминирующая точка зрения, условно говоря, назовем ее такой а-ля гайдаровская. Концепция догоняющего развития. Вам она кажется ошибочной? Ну, безусловно. То есть я сразу, вот антитеза моя и как бы многих тех людей, которые там вокруг оказались. Концепция параллельного развития. Мир не одинаков, понимаете? Западная модель привлекательна, интересна. У нее колоссальные заслуги перед человечеством. Она стала паровозом развития не только собственной цивилизации, но и многих других цивилизаций. Но она не единственная. То есть это ключевой дальше момент. Вот тогда произошел раскол, где произошло мое главное самоопределение. Европейский или евразийский? Ваш ответ? Евразийский. Это было мое глубокое убеждение. Проблема в том, что сейчас пришли спойлеры, которые это все загадили, и теперь это не произнесешь. Сейчас, кстати, у меня ответ более сложный, чем тогда. А там небольшое же дальше расстояние между евразийским и паназиатским. Огромное. Для меня евразийский в ограниченном объеме означало имеющий собственную специфическую культурную базу, не совпадающую по ценностным своим характеристикам с культурной базой европейской демократии. То есть другое отношение к собственности, другое отношение к жизни, другое отношение к Богу, другое отношение к земле. То есть, когда поскребешь, вдруг выясняется, что все другое. То же самое милое, но другой, понимаете? А чтобы разобраться до конца с теми, кто в итоге взял власть, они вообще не стали заморачиваться с этими философскими вопросами? Я имею в виду методологическую школу, представители которой, в общем, сейчас занимают ключевые посты. Понимаете, методологи не играли тогда этой существенной роли, скорее были в положении обиженных и непонятых тогда. И вообще, Бог его знает, выплыло ли бы это все сейчас наружу так выпукло, если бы Кириенко не оказался продуктом этой методологической школы Щедровицких. Там была секта определенная, к которой можно относиться серьезно, можно не относиться серьезно, и это все касается вот именно способов продвижения тех или иных идей и ценностей. Была активная группа людей, которая считала, что они нашли универсальный такой алхимический инструмент перекодирования, в том числе культурного. Этот инструмент включал в себя такие там ритуалы, как общее камлание мыследеятельности, там, методологические школы, деловые игры, погружение. Эти ребята, они на самом деле за пределами вот этих вот своих методологических игр, они очень умные, толковые, с ними можно о многом разговаривать, в том числе с Петром Щедровицким. Но когда дело доходило до всех этих ритуалов, у меня вот блок какой-то возникал. Но я просто я этого не понимал, ничего не чувствовал. По своему характеру сама мысль о том, что я могу участвовать в какой-то коллективной игре, вызывала отторжение. Я как бы всегда тот человек, который в любой комнате сидит в углу и за стеклом. Но технократический способ управления страной – это результат этих методологических сект? Нет, напрямую нет. По итогу просто оказалось именно в том направлении очень много людей с модальной моралью, модальной этикой. Людей, чья мораль и этика могут быть переформатированы в зависимости от обстоятельств. Да, зависит от поставленной задачи. То есть это всегда проблема таких чистых управленцев, которым всегда все равно чем управлять. Сегодня мы управляем Боингом, завтра мы будем управлять фармацевтическим гигантом, послезавтра Министерством науки. Есть
такой подход, что управленческая наука, она такая универсальна. Принципы управления сложными системами одними и те же. Это же ересь, она, которая шла с конца 70-х по всему миру, и она у нас воплотилась. И это институт управления, институт систем. И вот оттуда вышли люди с глубокой убежденностью, не важно чем, важно как. Но в итоге они сейчас и управляют Россией. Да, то есть ключевой вопрос, что возникла довольно большая когорта людей, которые предполагают, что вопрос об эффективности управления снимает, по большому счету, с повестки дня вопрос о ценностях, в конечном счете, о Боге. Это важно для управления. И в конечном счете Европа или Евразия? Сейчас для удержания системы важно говорить, что это Евразия. А если завтра надо будет сказать, что это Европа, перепишут в оруэлловском стиле в другую сторону. Эти вещи сейчас релевантны, они не играют значения. То есть сейчас ценности и принципы, они существуют только как инструменты, а не как то, что, наоборот, задает рамки. Вот в этом проблема. Это попытки изменить общество, не меняя его природу. Принципиально. То есть все эти методологические штуки, которые потом были внедрены и сейчас довольно успешно работают в правительстве, которое называют правительством технократов, они были, в общем, смоделированы тогда? Нет, они оттуда. Сначала я попал в этот московский простомир, потому что Андрюшка привел меня к Борису Ковалю. Борис Коваль – это удивительный человек, мой учитель, которому я обязан, наверное, практически всем. Вот мы сейчас здесь с вами сидим, но это часть его заслуги, вклада в мою жизнь. Кстати, чтобы было понятно, это старший брат писателя Юрия Коваля. Да. Это я знаю, да. Мы встретились. Полчаса я нес какую-то ахинею. Через полчаса он сказал: так, стоп. Я понял. Вопрос с пропиской можешь решить? Я говорю: да, у меня жена москвичка. Говорит: 170 рублей тебя устроит? Спросил Борис Иосифович. 170 рублей мне казались, как сейчас им сказали, тебе 10 тысяч долларов дадут в месяц. То есть мне тогда это был эквивалент. Я говорю: ага, да. Он говорит: вот записка, вот Институт международного рабочего движения. Идешь в отдел кадров, скажешь: тебя послал Коваль, тебя устроит. Все. Мой вопрос о перемещении из Киева в Москву был решен щелчком пальца на счет раз. После получасового разговора Бориса Коваля, промежутки между заседаниями с неизвестным ему олухом, приехавшим из Киева, которого он видел первый раз в жизни. При этом, что Коваль делает, это же вообще фантастика. Он меня взял в институт. В институте я попадаю в отдел, который занимался важнейшей вещью. Это были люди, все прекрасно знали иностранные языки, они занимались Италией, и они каждую неделю высчитывали, когда именно коммунистическая партия в Италии победит. То есть у них были схемы, вот столько домохозяек проголосовало на этих выборах, столько не проголосовало. И от меня ожидалось, я пришел, весь такой хороший, с этой запиской от Коваля, он говорит: чем вы хотите заниматься? Я говорю: Россией. То есть Институт международного рабочего движения при отделе информации ЦК КПСС все занимаются обоснованием неизбежной и немедленной победы коммунизма во всей Европе. Тут прихожу я хочу заниматься Россией. Он даже не выдержал, говорит: почему? Я говорю: потому что здесь все будет происходить самое интересное в ближайшее время. Он говорит: у меня для вас ничего нету, подумайте над темой, чтобы вы могли вписаться в наш отдел. И дальше это продолжалось год. Вот вы меня спросите: какой самый шаг? Эмиграция, тебе открыли уголовное дело, ты уехал, не знаешь, на чем жить. Нет. Самое страшное был 1988-89 год в Институте международного рабочего движения, когда я каждый день приходил на работу. Мне платили зарплату, мои 170 рублей. Я спрашивал: что я должен делать? Мне говорили: ничего. Вот ты нам не нужен. Вот ты не нужен. Ты, конечно, такой больной, мы не можем от тебя избавиться, но придумай что-нибудь. И я не знаю, чем бы вообще все закончилось. Вдруг в коридоре встречаю Коваля, который меня год, естественно, не видел. Говорит: привет, Говорун. Он говорит: как дела? Я говорю: так, все понятно, что-то плохо. Я говорю: что? Что, говорит, не любят здесь? Я говорю: да, наверное, не любят. Он говорит: кого? Говорит: либералов, евреев, коммунистов, всех. За все не любят. Он говорит: все понятно. Он пишет следующую записку, и я оказываюсь сотрудником сектора, в котором он начальник, внутри
отдела, в котором он начальник, внутри института, в котором он начальник. И то есть выше него у меня просто никого нет. Я прихожу и говорю: Борис Ильич, что делать? Он говорит: что хочешь. У меня была одна функция. Если он ехал куда-то выступать, он вызывал меня в кабинет, мы запирались, и мы в диалоге просто разминали, вот как в античной Греке, тему. Я был как вот Бухарин при Политбюро. То есть я был освобожден от всего, когда я спрашиваю: а что Пастухов ничего не делает? Он говорит: оставьте, он думает. Я 5 лет занимался, то есть мне платили деньги за то, что я мог заниматься чем хочу. Это совпало с Горбачевским периодом, получается, в значительной степени. Поэтому у меня, об этом времени самые лучшие воспоминания. А потом, все двигается, там институт задвигается, зарплата в институте, в конечном счете, в эквиваленте начинает падать где-то $80-90. Боря рождается. Но я просто считаю, что у мужчины в семье есть ответственность за то, чтобы его жена и ребенок не страдали. И там был выбор. То есть, или я продолжаю витать вот в этих своих кущах, которые мне страшно нравятся, либо надо каким-то образом просто прокармливаться. Тут я вспомнил, что я юрист. Появлялись люди, появлялись знакомые, у них были проблемы, они приходили. Сначала я помогал просто бесплатно, потом люди стали оставлять конверты денег на столе. Потом выяснилось, что то, что многие оставляют в одном конверте на столе, приблизительно равно моим 3 зарплатам в институте. Это был интересный опыт. В 1992 году вы поразительным образом становитесь юристом Союза кинематографистов. Как это вышло? Это вообще смешная история. Самое смешное, что формально я не только юристом стал, я стал заместителем председателя Союза кинематографистов, коим формально остаюсь даже до сих пор. Но я вам упомянул имя Нины Беляевой. Да. Нина Беляева очень красивая женщина, прежде всего. С энергетикой, как у всей продукции завода «Форд» за год вместе одних лошадиных сил. Танцует, поет в театре МГУ, занимается всем абсолютно подряд, чем можно, в том числе изучает неформальные движения. Она везде была, она была юристом Союза кинематографистов. Но она куда-то улетала в Америку по каким-то срочным делам, по-моему, рожать. Но это не важно. Она говорит: слушай, ты не подменишь меня там какое-то время? А тут разница характера. Понимаете, вот Нина, она из тех людей, знаете, как она опыляет с собой все сразу и отовсюду сразу улетает, нигде не задерживается. А у меня, если клиент, то это на всю жизнь. А я туда пришел, и там была вот эта революционная команда людей, которые готовили 6-й съезд Союза кинематографистов. Это 2 человека, которые для меня тогда были этическими камертонами. Это Лем Климов и Андрей Смирнов. Встретились, новый человек пришел. Какие задачи? Как грамотно провести реструктуризацию Союза кинематографистов в СССР? А что это такое? Союз кинематографистов СССР – это 4 завода, сотни предприятий, домов отдыха, культуры, разбросанных по всей стране. И вот, очевидно, Союз разваливается. А там дальше проблема. Когда был СССР, кому-то завод строили, вот, в Армении построили, а в Эстонии нет. Мы это все разбираем на части. У нас будет супербогатый армянский союз и абсолютно нищий там белорусский. Как разделить так, чтобы было и по справедливости, и могло работать? Я подготовил концепцию вот этого перехода конфедерации и того, как сохранить при этом имущество, а не разодрать его там, каждому свое по частям. Тогда, по-моему, Андрей Смирнов мне говорит: слушай, Володь, давай так, сейчас это другим словом называется, как-то типа острая дискуссия будет на съезде. Я говорю: я приду, конечно, съезд, Дом кино. Мне сколько, 27 где-то там. Куча народа, там все, иконостас, все ругаются, почем. Слушай, гвалт стоит такой, как будто это вот Жмеренко и... Я не помню, кто вел, то ли Лем, то ли Андрей. Говорит: так, все. Слушайте, давайте так, мы не можем прийти к согласию. У нас в зале вот совершенно случайно находится независимый юрист, очень хороший. Он сейчас нам придет и всем все объяснит. И вот я из зала топ-топ-топ-топ иду в президиум, и меня мучает страшная проблема. Вот очень понятно сегодня всем комментаторам. У меня же договор есть на оказание юридических услуг
выписали 120 рублей. В какой степени я могу считаться абсолютно независимым юристом, если до этого я получил 120 рублей? Все-таки совесть меня мучила. Но я преодолел это в себе. А я вышел, выступил, я их как-то примирил. Ну и тогда там Сережа Соловьев сидел. Он говорит: Володя, оставайся с нами в президиуме, там вопросы будут. Все сидят, пьют чай. Горбачевские времена. Рустам Бергенбек говорит: Володя, чаю налить? Я говорю: да, чаю, конечно. Мне наливают чаю, я кружечку беру. Коньяк. Коньяк. А почему из всех этих великих режиссеров в друзья себе вы взяли Кончаловского? Я со всеми дружил. Ну, книжку вы написали только с Кончаловским. Ну, как-то мы совпали с ним по темпераменту. По евразийским взглядам? В том числе, да. Я приведу одну цитату из этой книжки. «Нет ничего смешнее утверждения о том, что авторитаризм Путина ведет Россию к фашизму. Ничем иным, кроме как демократической узколобостью западной и собственной доморощенной интеллигенции, объяснить появление такой сентенции нельзя». Что скажете сейчас? Это мое или Андрея Сергеевича? Ваше. Ну, скажу, во-первых, что я до сих пор считаю, что Россия не фашистское, а национал-большевистское государство. А во-вторых, я считал, что мы тогда проскочим эту развилку. И я считал, что необходима разумная доля авторитаризма для того, чтобы предотвратить худшее. То есть я был убежден в том, что... Там, да, действительно, у вас про авторитаризм дальше. В русских условиях к фашизму скорее приведет недостаток авторитаризма. Я не помню эту статью, но логику своих рассуждений я помню. Я понимал, что разрыв между культурной базой и поставленными нереалистичными задачами построения русской Швейцарии создаст гэп, в который мы свалимся в новый тоталитаризм. В то время как разумное авторитарное общество на том этапе, скажем так, у меня была такая даже теория ограниченного конституционализма. Но я вот искал философский камень, можно ли найти конституционные решения, которые давали бы базу свобод, но при этом не доходили до абсолюта. То есть, с одной стороны, чтобы она обеспечивала развитие и эволюцию в нужном направлении, и таким образом выход там через 20-30 лет на нужные показатели, но при этом, чтобы не срывало крышу. Поэтому я считал, что если мы не нажмем на тормоза, то мы вывалимся вот как раз в хаос. А русский хаос, он всегда заканчивается запросом на жесткую вот уже руку и на самодержавие. В этом смысле, если вырывать из контекста, конечно, звучит ужасно, но на самом деле мое представление было следующим, что стандартный русский цикл, он от тоталитаризма к большому скачку, от большого скачка к революции, от революции к смуте, а смута вызывает дальше резкое торможение, и мы опять заходим на новый круг. Я считал, что... И там другого варианта вообще нет? Есть. Например, России очень помогла конституционная монархия. Вот живут же люди в Англии, и ничего. То есть демократического пути развития России вы не видите? Это неправда. Я не вижу вообще ничего, что сегодня на завтра и все хорошо. Я вижу с кровью и потом, и длительно выйти из этой задницы, извините, пожалуйста, вот вообще, не развив демократию, невозможно. Выйти из нее, дав сразу все свободы, которые только может, тоже невозможно. То есть необходимо проделать ту работу искусственно, которую Европа проходила естественным путем. Мы смотрим на то, что у соседей так все классно тут вообще. Вот эти занавесочки немецкие на окнах, вот эта швейцарская точность в жизни, вот итальянская вкусная эта еда. Мы говорим, ну, конечно, смотрите, ребята, демократия дала им все это. Но только мы забываем, что они к этой демократии естественным путем двигались многие столетия, переходя от абсолютизма к авторитарным каким-то режимам, чаще конституционным монархиям,
к аристократическим, по сути, олигархическим республикам. Я прошу прощения, а в каком веке у нас всеобщее избирательное право для этих стран возникло? Ах, боже мой, только в 20-м. А революция Великая Французская произошла, оказывается, у нас в 18-м. А что же было между Великой Французской революцией и всеобщим избирательным правом? Ведь идея свободы, равенства и братства, она же предполагает немедленное введение всеобщего избирательного права. Разве не так? Но чего-то это только конец 19-го, начало 20 века, а оказывается, что все это был большой переходный период. А дальше у нас, сохраненная в нашей вечной мерзлоте, культура XI века, причем она такая нарезка, понимаете? У нас в пределах Садового кольца в отдельных местах культура 22 века уже, и мы там впереди планеты всей, и Марс к нам завидует. А отъехал, вот если вспомню уже Кончаловского, в ту архангельскую его почтальона этому губернию, а там даже не 17 век, а там 13-й. И вот мы хотим, чтобы вот у них это все с переходом, растянутым на 1,5 столетия, с плавным расширением элиты. А вот у нас, чтобы вот на счет раз и люди, у которых в голове домострой, тут же начали управлять государством. А разве это не кухарка, которая управляет государством, шиворот на выворот? Это вызывало у меня вопросы тогда и вызывает сейчас. То есть понятно, нужны механизмы общественного контроля. Иначе ничего не будет. Механизм общественного контроля невозможно без определенной демократизации. Но прежде всего в части свободы слова. В этом смысле Горбачев абсолютно прав был. И это самое неубиваемое. Нужны такие элементы, как, условно говоря, децентрализация власти. Потому что там возникнет внутренний баланс региональных и национальных элит. Нужен общественный контроль за информацией, безусловно. То есть вот тут мы это прошли. Мне не нравится ни один вариант. Ни вариант госконтроля, ни вариант частных собственников, которые контролируют средства массовой информации, как это было в 90-е. Да, к BBC очень много вопросов сейчас, особенно в контексте вот этой занятой позиции по политкорректности Гази. Но в целом меня модель BBC устраивает. Я другой не вижу. Но удивительно, как при такой общности взглядов вас далеко развела судьба друг с другом, с Андреем Сергеевичем Кончаловским. Смотрите, вот в 24 году где вы и где он. Первое, я не считаю, что нас далеко развела судьба. Во-вторых, я не считаю, что мы управляем своей судьбой. В-третьих, я не считаю людей, оставшихся в России, какими-то не такими, как те, которые уехали, а те, которые уехали, не такими, как остались. Но вы сохраняете отношения? Да, мы сохраняем отношения. Он взрослый человек, мудрый, и не я ему судья. Каждый из нас имеет право иметь те взгляды, которые он имеет. Наши взгляды могут не совпадать, но мне кажется, что у нас достаточно у обоих мудрости уважительно относиться к взглядам друг к другу. А вы когда-либо рвали с людьми отношения по этическим и политическим соображениям? Знаете, мне очень стыдно это сказать. Я никогда не рвал с людьми отношения по политическим и этическим соображениям. То есть вот если вы видите, что человек подлец и совершил подлость, Нет, вы не поссоритесь? я счастливый человек. У меня в окружении никогда не было подлецов, с которыми надо было рвать отношения. Я как этот гусь, с которого вода скатывается. Но у меня реально, мне 61 год, у меня не было в моем окружении вот подонков, с которыми надо было рвать отношения. Если такие люди попадались мне на дороге, я просто переходил в жизни на другую сторону вежливо, и мы расходились мимо. Так это же и есть рвать отношения, ну просто плавно. Ну, мы просто перестаем быть интересными друг другу, и становится меньше общения. Я с какими-то людьми, наверное, перестаю общаться, когда это становится мне либо неинтересно, либо я сомневаюсь в том, что это этически приемлемо. Что должен сделать человек, чтобы вы засомневались? Предать.
Вас лично? Кого бы то ни было. У меня хорошо развита эмпатия. Если я чувствую, что предали кого-то другого, я легко ощущаю себя на месте преданного. Вам не кажется, что прежние наши представления о справедливости, добре, зле, общественном договоре, о том, что добро в общем и целом всегда побеждает, это все потерпело фиаско и больше не работает? Я думаю, каждые приблизительно 70 лет люди, которые, как мы с вами, садятся поразмышлять о прошлом, настоящем и будущем, приходят абсолютно к этому же выводу. И самое смешное, что во всех этих случаях они правы. Потом проходит время, и дальше все происходит, как в «Мастере и Маргарите». Кровь уходит в землю, на этом месте вырастает виноградная лоза, из этой лозы растет виноград, из него делают прекрасное вино, и следующее поколение пьет это вино, а потом вино киснет, в конце концов, и собираются в следующий раз люди, и опять говорят о том, что все наши представления о добре и зле, морали, нравственности, свободе, несвободе, они к черту устарели. А позитив в этом состоит в том, что все-таки со времен античного мира до сегодняшнего дня мир все-таки стал гораздо добрее. В античных Афинах были тысячи рабов, и собаки ели людей на улицах. И да ладно бог с ним, с этим античным миром. При всем при том, при всей попытке реабилитировать нереабилитируемое и впихнуть невпихуемое в наши головы, степень ожесточения в сегодняшнем мире, она уже другая, чем она была в 30-е годы с его этими массовыми концлагерями, газовыми камерами, уничтожением десятков миллионов русских крестьян. Я надеюсь, до статьи Горького о русском крестьянстве 22 года мы все-таки уже не дойдем никогда. Один из многочисленных странных фактов вашей биографии, он заключается в том, что в 2011 году вы вели прием, организованный, внимание, посольством России в Украине для украинской интеллигенции. Припоминаете, нет? Это одна из самых веселых историй моей жизни. Темой вечера была, внимание, опричнина-административная реформа. Как вы там оказались вообще? Я же вам сказал, что у меня нет черно-белого восприятия реальности. Какая ключевая разница? Слушайте, вот мы знакомы с Марией Певчиной, наверное, она меня сейчас не любит. И думаю, что она, как человек партийный, воспринимает меня однозначно как оппоненты. А у меня, например, к ней совершенно... То есть я ее считаю реально гениальным от Бога расследователем. Там я не соглашаюсь с ней, когда она ушла немного в другую область и использует этот свой дар в интересах партийной пропаганды. Это другой вопрос. У нее, безусловно, острый ум, фантастический вот эта пассионарность. То есть я не воспринимаю людей никогда в этом черно-белом варианте. Я ненавижу. То есть, да, к сожалению, так сложилось. Очень часто люди оказываются в жизни в каких-то сторонах баррикад, не выбирая этого. Кто-то выбирает. Мне повезло выбрать какую-то сторону, которая мне комфортна. Я к чему-то. Нет какого-то однозначного восприятия. Поэтому, условно говоря, перед самым отъездом из России, там у меня была какая-то своя жизнь, позвонил Михаил Юрьевич Зурабов. И позвонил по одной единственной причине. Зурабов в тот момент посол России. Он тогда был помощником президента Российской Федерации. Это 2007 год. Это еще за год до отъезда. Я его увидел тогда один раз. Он сказал, слушайте, я прочитал вашу статью «Черная дыра России». Я говорю, вообще «Темный век» называлась, но вообще вы ближе к истине. Вы знаете, она мне показалась одной из самых интересных за последние 1,5 года. Я хотел бы с вами поговорить. И я приехал к нему, это было очень смешно, в Кремль, когда была инаугурация Медведева, он туда чуть не пошел. И мы поговорили. Он фантастически интересный человек, очень умный. И он тогда занимался вещью, о которой я даже не задумывался. Потому что вот от него первого я от него услышал, что все это, конечно, здорово, но есть одна вещь, которую мы не можем перепрыгнуть. Это демографический кризис. Каждое следующее десятилетие будет нарастать. Вне зависимости ни от чего. А методов решить этот демократический кризис реальный
Их очень мало, потому что все эти там специальная овулярная операция, это все не работает. То есть единственный способ – это сделать Россию привлекательной для миграции, которая создает качество жизни. А это, к сожалению, невозможно сделать, если страна не будет, ну, там, в том числе демократической. И много там. Там это тянет за собой очень много другое. Но я тоже в ответ что-то сказал, потому что я к тому моменту именно занимался вот этой проблемой культурного безвремени. Я видел кризис, похоже, но он это видел в количественных выражениях, а я видел в качественном. Почему, собственно, мы и встретились? Потому что я тогда сигнализировал всеми фарами, которыми мог, что мы живем в очень тяжелый момент, когда заканчивается гигантский цикл русской истории. Мы завершаем какой-то очень длинный путь от, по сути, Ивана III вот к этому моменту. И как бы все хорошее, что мы могли в этой парадигме совершить, мы уже совершили. И дальше нам светит такой выбор. Либо коллапс, смерть и вот уход в хаос там, с войнами и дугинами на горизонте. Увы, ах. Либо нам нужен перезапуск культурного этого движка. А перезапуск культурного движка – это вам не демократическая революция, это вам не про свободу слова. Это поиск, в том числе религиозного, нового смысла существования культуры. И тут мы с ней совпадаем, потому что я говорю о том, что заканчивается этот цикл в культурно таком качественном, а он говорит, что цикл заканчивается самым тем вопросом. Мы вымираем. И то есть получается демографический кризис, и вот этот вот культурный цикл замыкается. Вот мы с ним разговариваем, и я больше его не вижу. Я эмигрирую, полная такая вот... Ну, я как-то там выживаю. Тут я сижу в Лондоне и узнаю, что его назначили послом в Украине. Ну, а я в Киев-то езжу. У меня был какой-то имейл. Я ему написал, что, во-первых, я вас поздравляю, а во-вторых, если вас это не отпугнет, то буду рад увидеть. Он приехал и говорит: слушай, я здесь разворачиваю программу, вот как бы, ну, я хочу как бы показать разные стороны русской дискуссии, как она идет, вот я приглашаю как бы поучаствовать там. Я участвовал просто вначале как спикер, который там лекции читал, кто-то слушал. А потом так получилось, этот вечер должен был кто-то другой, помнишь, Швыдков вести. Предложили приехать, заменить, помодерировать. Но это было самое смешное мероприятие в моей жизни. Там собралась такая киевская элита. Я не скажу, там очень хорошо кормили. Подождите, давайте сначала. Вы оказываетесь на территории русского посольства, да, где фактически вас могут арестовать вот так. У вас 2 повестки, вы не явились, вы убежали из страны. Да нет, ну это же круто, это интересно. Я не дрожу так на своей жизни. Ну, могут. Во-первых, тогда еще не было этого опыта с этим несчастным саудитом, которого сварили в посольстве. Во-вторых, как бы я же чувствую людей. Меня больше волновало как раз не посольство, на территории которого я себя, как раз, может быть, чувствовал наиболее защищенным. А меня волновала ситуация, что Киев в тот момент он был реально наводнен бандитами, разведчиками и так далее. Можно было спровоцировать какой-то конфликт, поэтому я думаю, приму меры там, безопасности, там, приеду инкогнито. Встречал меня мой Игорь, одноклассник, с которым мы 10 лет просидели за одной партой, там самый надежный для меня человек. Выхожу из гостиницы, это Днепро, вижу такая тумба, и там вот такой огромный плакат с моей рожей написано. Политолог Пастухов сегодня читает лекцию. Я говорю, все, Юль, приехали. Зашифровались. А там было это мероприятие, то есть на него действительно собралась куча народа. Там был Дима Табачник. Мы там учились как бы параллельно, поэтому я его с университетских времен знал. Потом я его знал, когда я писал инаугурационную речь Леониду Даниловичу Кучму, из Москвы приезжал. Дима там был главным по выборам, но сделал вид, что он меня не узнал, слава богу. Облегчило наше взаимное состояние. А за одним столом я сидел с Порошенко, и он на меня произвел очень приятное впечатление. Очень интеллигентный, очень такой тихий. Я, во-первых, когда его видел в роли президента, там речи такие военные, пламенные, я все время там глаза протирал, говорю, тот ли это тихий, спокойный человек с очень неплохим английским, очень мирный, хороший. Даже сценарий был, видимо, под Швыдкова, который по-настоящему такой шоумен и умеет это делать. И там в сценарии было 2 момента. Там был приглашен мужской хор Сретенского монастыря.
И был приглашен один из ребят, питерских историков, который очень хорошо пишет, но никто не знал, как он говорит. Дальше я приезжаю. И дальше трагическая ошибка. Теперь представьте, что вся еда находится в одном зале, а люди собираются в другом зале. Но в этом зале стоят только большие такие двухлитровые графины с водкой и орешки, а закуска вся за дверьми. А двери, как вот у Кочеловского в «Одиссее», на засов. Ну, я там какое-то слово, там слово другое, там действительно вот что такое опричнина. На самом деле, правительская тема была выбрана, потому что, конечно, сценарий там поломался. А дальше небольшая лекция, которая стала выглядеть абсолютно как в карнавальной ночи. То есть серьезная, фундаментальная лекция там, с отсылками, источниками про тот период. И я понимаю, что это конец. То есть народ напивается этой водкой, лихорадочно ищет глазами двери, куда закуска, а выйти некуда. И при этом в любые патетические моменты только мне стоит что-то сказать, сзади хор Сретенского монастыря исполняет ритуальные песни XVI века. Ну, я вам хочу сказать, вы вспомнили, да, это одно из самых незабываемых мероприятий в моей жизни. Как не грустно. Это стало большой метафорой всего того, что с нами будет происходить дальше. Понимаете, вот это да. То есть, с одной стороны, какой-то академизм, абсолютно озверелые люди, которые выпили по 2 стакана, но их отрезали от закуски, они чувствуют себя просто вот в котле, сзади хор Сретенского монастыря. Для того, чтобы это все как-то собрать, требовалась недюжинная способность. Но я вам скажу одну вещь. Вот тот момент, когда это происходило, вот мне никто не скажет, что это все было предрешено. Вот многие люди там в 90-е говорили, война России с Украиной неизбежна. Там, мой товарищ Вадим Цимбурский, гениальный философ, там будет обязательно война. Да, она случилась, и можно сказать, что вот они это все предвидели. Нет. Это не было неизбежностью. Этого можно было избежать. И мы могли разговаривать, и мы могли спорить, и там в таких-сяких форумах. Эта опричнина была одним мероприятием, были и другие. Диалог был, и можно было вырулить. К сожалению, история-то не только объективна. Это и то, что мы делаем собственными руками. И вот этот конфликт, который мы получили, который перерос в войну и в ненависть, мы сделали своими собственными руками. И вы тоже? Ну, наверное, если я не смог предотвратить в пассивной форме, да, но я же не смог предотвратить. Ну, значит, что-то не додумал, что-то не досказал, где-то слова не хватило, где-то не услышали, ничего. Мы все несем какую-то ответственность за все происходящее в этом мире. Другой просто дает надежду, понимаете? Все, что сделано своими руками, можно разделать. Снится вам Россия? Нет. Для меня Россия – это моя с ней виртуальная самоидентификация. Вот это вот все там Россия, березки. Слушайте, на Майдавелл такие березки зашибись. Еда, ну, слушай, во-первых, тут русский магазин вот в этой деревушке. То есть вот мне физиологически будет больно, если русский язык и русская культура исчезнут, превратятся в что-то вроде языка Месопотамии. Как это возможно? Ну, все возможно. Вот если это будет так продолжаться, как сейчас оно идет, я ставлю 10 против 1, что ровно через 100 лет это будет античный язык. То есть, если мы сейчас не предпримем чрезвычайных мер по спасению своего языка, а язык... Что такое язык? Язык Подождите, а как мы можем предпринять какие-то усилия по спасению языка, если в это же самое время страна в лице своего руководства предпринимает отчаянные усилия по уничтожению всего и внутри, и снаружи? Зачем нам руководство? Почему это руководство? У меня есть свое видение. Да, для России нужно придумать другую судьбу. Вот просто взять для России или для людей, которые для России. Для России нужно придумать другую судьбу. Если сменится власть в России, вы приедете эту судьбу реализовывать? Вы я вернетесь? Старый буду уже, наверное. Я буду приезжать, конечно, если она сменится. Мне непонятно, то есть, если там будет функция и какие-то задачи, вернусь. Если не будет просто так, потому что мне надо потрогать руками эту землю, нет. Тогда какие должны быть условия того, чтобы вы приехали, чтобы вы вернулись? Приехали или вернулся? Это разные вещи. Это маловероятно, но я могу вернуться, если мне надо будет преподавать. Я чувствую себя уже человеком мира. Знаете, я вернулся, что я там, как Солженицын,
мне дали, как Солженицыну, 16 гектаров, я там сижу, отрастил бороду. Нет, но я с удовольствием буду приезжать, и все, чем я могу поделиться, я поделюсь, после чего я скажу спасибо, уеду к своим детям и внукам, которые гарантированно уже будут жить здесь. Иными словами, вы сейчас воспринимаете свою жизнь здесь не как временный отъезд, а как другую жизнь? Да, абсолютно. То есть все, я не живу, я это отрезал. Ну все, да, умерла так умерла. Другая жизнь, берег дальний. Есть справедливость на свете? Да, но просто не сразу и не быстро. А если бы вы выбрали бы милосердие или справедливость? Однозначно милосердие. Знаете, как в Евангелии, это Он спас нас не по делам нашим, которые бы мы совершили, ибо если кто совершил хорошее дело, то ему воздастся от людей, а по милости своей. А что такое любовь? Любовь. Не знаю. Жизнь. Живешь и любишь. Это вопрос, который нас... Это разве можно ответить? Да, обоих ставит в тупик. У нас вот не было этого, вот вообще ни разу не было. То есть я там взрываюсь там. Мы спокойны вообще. Вот я сгораю от страсти. Мы как-то оба подобрались рассудочные. Там другая проблема произошла, что я считаю, что я ее значительно больше люблю сейчас, чем там 30 лет назад. А вы? А я не знаю. Мне кажется, как полюбила с самого начала, так и все. Как-то я не меняю. Понимаете, мы как-то очень такие приклеенные. Нас невозможно разобрать. У нас самый уютный метод коммуникации – это молча. Мало того, что мы живем вместе, мы работаем вместе, мы все вместе, но у нас самый большой дефицит – сесть поговорить. Нам не хватает времени. Нам мало времени друг с другом. Не хватает. Я не знаю, как она всегда безошибочно знает, когда я не с ней. И это невозможно сымитировать. Ну, вот ушел в какие-то свои мысли. То есть она это блюдет. Она свои права знает. Она блюдет. Вот я сижу, мы чем-то говорим. Так, вернись. Ну, это же, понимаете, это же вопрос интуиции. А у нее интуиция – это как у пальмового дерева, понимаете? А у меня как у кактуса хвост. А у меня всегда позиция была, что мы ничто средние женщины. Что такое счастье, по-вашему? Ну, вы знаете, это функционально. То есть оно бывает разное. Ты идешь по набережной и держишь жену за руку. Это счастье, да, ты можешь. Ты понимаешь, что у тебя маме 92 года, и она вот тут за углом жива, да, с тобой. Это счастье. Вот тут кафе напротив, копеечное, там кофе по €20. Зимой это единственное место, где оно так расположено, что там солнышко все время. Поэтому там очень здорово сидеть и жмуриться. И взять этот за €20 кофе, торчать в своем телефоне и составлять разные текстики. Это я очень люблю. И вот когда ты сидишь, пьешь кофе, а еще если кто-то приедет из Москвы, из друзей, и привезет грамм 200 столичных конфет, то хороший итальянский кофе на замечательном итальянском солнце с одной, но мне больше Юля не даст, конфеткой столичной, ну, это счастье. Вы знаете, у меня когда-то зацепился языками с Андреем Сергеевичем Кончаловским, и что-то я говорю, ну вот, там, смысл жизни, там, счастье. Он говорит, Володя, говорит, о чем ты говоришь? Мы сюда пришли в этот мир для того, чтобы помочь приходящим и проводить уходящих, и в промежутке съесть одно эскимо. И, может быть, для этого эскимо, единственное, все и задумывалось. Не всем удается, кстати. Многие ограничиваются первым и вторым. И для себя эскимо не остается. У меня было очень много эскимо в жизни. Свобода или стабильность? Стабильность. Правда или безопасность? Безопасность однозначно. Люди могут жить и без свободы, и без правды. К сожалению, человек выживает все-таки. Без стабильности и безопасности
Он жить не может, и поэтому, когда нет стабильности, безопасности, нет ни правды, ни свободы в конечном счете. Он тогда их продает за стабильность и безопасность. Поэтому сначала надо обеспечить фундамент, а потом приобретете все остальное. Родина или истина? Истина. До какой перемены вы хотели бы дожить? Ну, мне бы хотелось посмотреть, как все, кто сегодня клянется в Z-патриотизме, я уже это один раз видел, хочется просто повторно, будут клясться в своей преданности либеральным ценностям европеизма. И я уверен, что это будет, но мне просто интересно посмотреть вот чисто психологически, как они будут выстраивать эти конструкции. Я уверен, что у них получится, и Соловьев будет первый, но все равно, как художнику, мне это интересно. Thank you.